Измотанная офисная работница, которая безвременно скончалась от переутомления, переродилась в другом мире в виде бессмертной ведьмы. Поклявшись жить спокойно и без стресса, она провела столетия, побеждая низкоуровневых ремурусов. Но, как ни странно, она стала 999. Теперь известная как ведьма с плато, Азуса старается не привлекать к себе внимания. Но после десятилетий слухов даже существа, связанные с повелителем демонов, начинают искать ее. Для той, кто просто хотела спокойной жизни, все начинает выглядеть совсем не так мирно. Аниме начинается с того, что Азуса неустанно работает в корпоративной компании, отдавая работе всю душу. Но в конце концов ее упорный труд привел к преждевременной смерти. Однако у судьбы были другие планы на нее. Она предстала перед богиней, которая заметила ее страдания и решила подарить Азусе новую жизнь, в которой она наконец-то сможет обрести счастье. Азуса попросила о простом, бессмертии и вечной молодости, надеясь жить спокойной и размеренной жизнью. Богиня решила исполнить ее желание и переродила ее в бессмертную. Азуса оказалась в прекрасном высокогорье, где богиня оставила ей небольшой домик. Вместе с ним она нашла нож и немного денег, чтобы начать новую жизнь. Радуясь новому началу, она решила посетить ближайшую деревню. По пути она встретила слизь. Слизь напала на нее, но Азуса осталась невредимой. Она взмахнула ножом и с легкостью победила ее. К ее удивлению, слизь превратилась в магический кристалл. Подумав, что он может пригодиться позже, она спрятала кристалл и продолжила свой путь. Но прежде чем она добралась до деревни, ее окружили новые слизи. Азуса быстро победила их всех, но было ясно, что слизи – обычная проблема в этом мире. Когда она наконец добралась до деревни, к ней подошла дружелюбная женщина и предложила помощь. Женщина отвела Азусу в гильдию искателей приключений, где она встретила администратора по имени Риа. Риа тепло поприветствовала ее и объяснила, что в деревне спокойно, а слизни – единственные монстры в округе. Азуса показала Риа собранные ею магические кристаллы. Но Риа объяснила, что обменять их на деньги можно только после регистрации в гильдии. Поэтому Азуса решила зарегистрироваться. Она положила руку на магическую платформу, которая показала ее статус ведьмы первого уровня. Риа была потрясена, когда поняла, что Азуса бессмертна, хотя ее уровень был низким. Азуса объяснила, что ей просто повезло, и Риа поверила ей. Азуса обменяла кристаллы на монеты, и Риа поприветствовала ее в гильдии. В течение следующих нескольких дней Азуса привыкла к простой жизни. Она каждый день побеждала 25 слизней, ухаживала за своим небольшим полем и продавала лекарственные травы, которые собирала в лесу. Шли годы, а Азуса продолжала жить своей обычной жизнью, ни о чем не беспокоясь. 300 лет спустя Азуса стала известна в деревне как горная ведьма за помощь в лечении и борьбе с эпидемиями. Она стала настолько искусной, что могла без труда побеждать слизней, и жители деревни восхищались ее добротой и щедростью. Однажды Риа пришла к Азусе и сказала, что ей пора снова пройти тест на искателя приключений. Азуса неохотно согласилась, но оба были потрясены, когда пришли результаты. Ее уровень достиг 99, а характеристики были просто невероятными. Азуса не могла в это поверить. Она убивала только слизней и никогда не отправлялась в настоящие приключения. Риа объяснила, что у Азусы есть особый навык, который удваивает получаемый ею опыт. Азуса поняла, что побеждая бесчисленное количество слизней, она стала самым сильным искателем приключений в мире. Но несмотря на свою новообретенную силу, Азуса не была счастлива. Она хотела жить обычной жизнью, и мысль о славе ее не радовала. Она попросила Рию сохранить ее силу в тайне, и после некоторого колебания Рия согласилась. Заинтересовавшись своими способностями, Азуса решила проверить свою магию. Она использовала ледяную магию, чтобы заморозить небольшое количество воды, но случайно заморозила целый водопад. Она была поражена своей силой. Азуса поняла, что может управлять как огненной, так и ледяной магией, что было полезно в повседневной жизни. Но несмотря на ее попытки оставаться незаметной, слухи о ее силе распространились. Вскоре к ее дому пришла группа искателей приключений, желающих бросить ей вызов. Азуса пыталась убедить их, что она обычная ведьма, которая выращивает лекарственные травы, но искателей приключений было не обмануть. Они чувствовали ее огромную ману и настаивали на сражении с ней. Азуса неохотно согласилась, но только при условии, что если она победит, они расскажут всем, что она обычная ведьма. Началась битва, и один из искателей приключений использовал магию ветра, чтобы создать торнадо. Азуса попыталась повторить заклинание, но в итоге создала огромный торнадо, который унес искателей приключений прочь. Жители деревни стали свидетелями хаоса и быстро поняли, что Азуса далеко не обычная. Азуса расстроилась и обвинила Рию в том, что та нарушила свое обещание. Но прежде чем они успели обсудить это, мужчина по имени Эрнест признался, что именно он распространил слухи о ее силе. По мере того, как ее слава росла, появился дракон по имени Лайка, который хотел сразиться с Азусой. Азуса пыталась избежать боя, предложив Лайке титул сильнейшего, но Лайка настаивала на поединке. Азуса неохотно согласилась, не желая, чтобы ее дом был разрушен в процессе. Они взлетели в небо, и Лайка выпустила огонь в Азусу. Но Азуса ответила ледяной магией, заморозив пламя в воздухе. Лайка попыталась ударить когтями, но Азуса ловко уклонялась от ее атак.
В конце концов, Азуса заморозила пасть Лайки, лишив ее возможности продолжать бой. Но в борьбе Лайка случайно разрушила дом Азусы. Разозлившись, Азуса одним ударом вырубила Лайку. Она потребовала, чтобы Лайка заплатила за ущерб, и Лайка пообещала вернуться с деньгами. Азуса решила остаться в деревне, пока ее дом ремонтировали. Но все уже знали о ее победе над драконом. Жители деревни уговорили ее остаться в городской администрации, и Азуса неохотно согласилась. На следующее утро Лайка вернулась к Азусе, но та не узнала ее в человеческом обличии. Она отдала Азусе деньги на ремонт и спросила, может ли она стать ученицей Азусы. Лайка призналась, что их битва заставила ее понять, как много ей еще предстоит узнать. Азуса сначала колебалась, не зная, как учить кого-то, но Лайка предложила помогать ей по хозяйству в обмен на обучение. Азуса согласилась взять ее в ученицы, и они начали новую совместную жизнь. Вскоре Азуса поняла, что ее дом слишком мал для них двоих. Лайка предложила помочь ей расширить дом и неустанно работать над его улучшением. Азуса, однако, беспокоилась, что Лайка слишком много работает, и попросила ее делать перерывы. В конце концов, дом был достроен, и Азуса была впечатлена трудолюбием Лайки. Она похвалила Лайку за отличную работу, и впервые за много веков Азуса почувствовала удовлетворение от своей мирной, обычной жизни. Азуса легко расправилась с группой слизней, а Лайка в шоке наблюдала за этим. Она всегда считала, что для достижения такого высокого уровня силы потребуются годы упорного труда. Азуса, заметив удивление Лайки, мягко напомнила ей, что не стоит торопиться и нужно быть осторожнее. В конце концов, у них впереди целая вечность. Но пока они разговаривали, появилась странная девушка, наблюдавшая за ними издалека. Девушка пробормотала себе под нос, что на следующий день она заставит Азусу заплатить. Позже Лайка приготовила им завтрак, но в итоге приготовила слишком много еды, потому что не привыкла готовить для других. Азуса, однако, наслаждалась едой и сказала Лайке, что это очень вкусно. Лайка, желая помочь еще больше, предложила готовить каждый день, но Азуса предложила им чередоваться. Азуса также упомянула, что деревня не очень безопасна, потому что ее защита слаба. Если на нее нападут монстры, она будет уничтожена. Она предложила создать защитный барьер вокруг деревни, и Лайка подумала, что это отличная идея. Азуса согласилась, понимая, что не всегда сможет защитить деревню в одиночку. Они пошли к ближайшей скале, где Лайка показала Азусе, как установить барьер. Вместе они создали магический круг и успешно активировали барьер, заморозив вора, который пытался ограбить деревню. Лайка с гордостью сказала старости деревни, что это все благодаря ее хозяйке Азусе, и староста был счастлив. Он быстро распространил эту новость, и вскоре все хвалили Азусу. Но Азуса не хотела привлекать к себе внимание. Она переключила внимание на Лайку, похвалив ее за блестящую идею и представив ее как дракона. Жители деревни были рады узнать, что за ними присматривает не только ведьма, но и могущественный дракон. Они были счастливы жить вместе и учиться друг у друга. Но все изменилось, когда у их двери появилась девушка по имени Фальфа. Она заявила, что она дочь Азусы. Лайка была ошеломлена, думая, что это какая-то ошибка. Она не могла поверить, что у Азусы ведьмы есть дочь. Но когда Фальфа упомянула свою сестру Шалшу и рассказала, что изучала Азусу, это шокировало и Азусу. Фальфа также рассказала, что ее сестра хотела убить Азусу, и это их обоих встревожило. Фальфа присоединилась к ним за печеньем, и они попытались понять, почему Шалше так ненавидит Азусу. Фальфа объяснила, что Шалше презирает Азусу за всех слизней, которых она убила за эти годы. Лайка предложила подготовиться к грядущей опасности, и Азуса спросила Фальфу, какие атаки может использовать ее сестра против нее. Фальфа объяснила, что Шалша обучилась мощной магии под названием Хаджа, которая очень эффективна против определенных рас. Азуса поняла, что эта магия была разработана специально для нее, что делало ее еще более опасной. Лайка отметила, что для освоения магии Хаджа требуется десятилетия практики, поэтому Азуса спросила об их возрасте. Фальфа рассказала, что им с Шалшей около 50 лет, что удивило Азусу. Они явно не были обычными людьми. Азуса задумалась, какую магию Хаджа могла разработать Шалше. Земля внезапно начала трястись. Фальфа выбежала, чтобы сразиться с сестрой, и Лайка сразу заметила темную ауру, окружавшую Шалшу. Фальфа попыталась остановить сестру, но Шалша настаивала, что ей нужно отомстить за то, что их мать убила ее. Азуса попыталась объяснить, что она не могла убить Шалшу, но Шалше напомнила ей о бесчисленных слизнях, которых убила Азуса, и из их душ появились духи. Слова Шалши заставили Азусу понять, что она нацелилась именно на нее, а не на Лайку или Фальфу. Азуса попыталась сбежать, взлетев, но Шалша применила магию, которая лишила ее способности летать, и Азуса упала на землю. Готовясь к удару, Азуса подумала, что ее жизнь может закончиться прямо сейчас. Но тут произошло нечто неожиданное. Лайка превратилась в дракона и заблокировала атаку Шалши. Мощным ударом Лайка нокаутировала Шалшу, повергнув всех в шок. Трудно было поверить, что такого могущественного человека, как Шао, можно так легко победить.
Фальфа объяснила, что Азуса была единственной целью магии Хаджа Шалши, поэтому она была так эффективна против нее, но бесполезна против других. Когда Шалши очнулась, она снова попыталась напасть на Азусу. Но она больше не могла использовать свою магию. На это ушли десятилетия подготовки, и без нее она была бессильна. Шалша впала в депрессию, сказав, что вся ее жизнь была посвящена этой мести. Но Азуса утешила ее, напомнив, что она все еще жива, и у нее еще есть шанс найти новую цель в жизни. Фальфа сказала Шалше, что Азуса заботилась о ней, когда она была без сознания, и относилась к ней как к дочери. Азуса объяснила, что как ее дочь, она не могла просто бросить ее. Шалша неохотно признала, что она действительно дочь Азусы. Однако она все еще не могла простить Азусу за то, что она сделала со слизнями. Фальфа объяснила, что люди и слизни – естественные враги, поэтому постоянные сражения – часть их природы. Она сказала Шалше, что нужно быть благодарной за то, что она все еще жива, а не зацикливаться на своей ненависти. Неожиданно Азуса пригласила сестер жить с ней, и Шалше согласилась. Это был момент облегчения для всех. Чтобы отпраздновать это, Лайка предложила устроить приветственную вечеринку для Фальфы и Шалши. Пока они шли в деревню за продуктами для вечеринки, Азуса задумалась, чем сестры занимались все это время. Они рассказали, что охотились на плохих слизней, прозрачных существ, которых убивали, целясь в их слабые места. В тот вечер Азуса показала им деревню, и они все вместе поужинали. Азуса поняла, как она счастлива, что они рядом. Она нашла новых друзей, новую семью и чувство принадлежности. И впервые за долгое время Азуса почувствовала себя по-настоящему спокойно. Азуса и ее спутницы, Фальфа и Шалша, читали книгу по истории эльфов, когда Азуса поняла, что никогда раньше не встречала эльфов. Пока она размышляла об этом, в дверь постучали. К ее удивлению, за дверью стоял молодой эльф по имени Халкара, который срочно просил о помощи. Он объяснил, что за ним охотится могущественный демон Вельзевул. Азуса, не любившая драться, попыталась закрыть дверь, но Халкара умолял ее выслушать. Тронутая его отчаянием, Азуса позволила ему остаться. Халкара объяснил, что он родом из маленькой деревни в провинции Ранд, где он делал лекарства из растений. Недавно он создал популярный энергетический напиток, благодаря которому открылась небольшая фабрика. Однако спрос стал настолько высоким, что фабрика не справлялась. Когда Вельзевул выпил энергетический напиток, оказалось, что он ядовит для демонов и чуть не убил его. Теперь он охотился за ней, чтобы отомстить. Любопытная Лайка спросила, почему Вельзевул так разозлился. Халкара рассказал им об инциденте, о том, как Вельзевул выпил напиток и чуть не умер. С тех пор он хотел отомстить. Выслушав ее историю, Азуса согласилась приютить ее, но дала понять, что не будет сражаться с Вельзевулом. Она дала Халкаре новую одежду, сказав, что она будет ее второй ученицей, и установила защитный барьер вокруг их дома, чтобы они были в безопасности. Атмосфера в доме вскоре улучшилась, когда они сели ужинать. Халкара, который питался орехами, убегая от Вельзевула, был тронут добротой Азусы и ее спутников. Фальфа и Шалше быстро успокоили ее, предложив еду, чтобы она чувствовала себя как дома. На следующий день Азуса и Халкара отправились собирать травы в лесу. Азуса заметила, что Халкара собирает только грибы, и спросила об этом. Халкара объяснила, что грибы ее специализация, и она знает о них все. Они вместе приготовили грибы, и Азуса нашла их очень вкусными. Но вдруг Халкара начала безудержно смеяться. Азуса поняла, что съела ядовитый гриб. Когда она спросила о побочных эффектах, Халкара объяснила, что он вызывает сильный смех и делает людей необычайно прямолинейными в словах. С помощью своей магии Азуса успокоила Халкару. Она извинилась за свое поведение и в качестве извинения принесла еще грибов. Несмотря ни на что, Азуса и ее спутники наслаждались ими, смеясь вместе с Халкарой. Позже в тот же день Азуса показала Халкаре, как охотиться на слизней. Хотя Халкара старалась изо всех сил, ей потребовалось несколько ударов, чтобы победить одного слизня, к ее большому смущению. Но Азуса была впечатлена ее решимостью. Когда они пришли в деревню, большая грудь Халкары привлекла всеобщее внимание, и Азуса немного завидовала. Но Халкара успокоила Азусу, сказав, что она должна быть уверена в себе. Пока они гуляли, Азуса заметила объявление о розыске в гильдии искателей приключений. За поимку Халкары обещали 15 миллионов золотых. Хотя описание было расплывчатым, Азуса знала, что Вельзевул скоро их найдет. Азуса сразу же сказала Лейке, чтобы она увела девочек в безопасное место. Шалша, желая защитить Азусу, попыталась возразить, но Фальфа мягко напомнила ей, что участие в битве только усложнит ситуацию. Лейка в облике дракона забрала девочек и улетела, надеясь, что защитный барьер, который установила Азуса, защитит их. Вернувшись домой, Халкара выпила еще один энергетический напиток, сказав, что теперь она может сражаться всю ночь. Она даже подумала, что Азуса тоже его пила. Но Азуса объяснила, что это не так. Халкара упомянула, что Вельзевул известен как повелитель мух, и вскоре они услышали жужжание мухи неподалеку. Вскоре они поняли, что это была муха Вельзевула. Демон быстро приняла человеческий облик и объяснила, что следила за Халкарой, чтобы убедиться, что она прячется в доме Азусы.
Затем Вельзевул предложила сделку. Если Халкара согласится служить ей, она пощадит ее. Но Азуса не позволила Халкаре заключить сделку без ее разрешения. Она вышла вперед и сказала Вельзевулу уйти. Демон бросил вызов Азусе, спросив, готова ли она сражаться. Азуса согласилась сразиться с ней, но когда Вельзевул приняла свой истинный облик демона, она была потрясена защитным барьером, который Азуса установила вокруг дома. Вельзевул, все еще настроенная на бой, собиралась нанести удар. Но внезапно она упала, не в силах стоять из-за шока от барьера. Азуса занесла ее внутрь и с помощью магии исцеления вылечила ее. Несмотря на то, что Азуса знала, что Вельзевул демон, она все равно считала, что поступила правильно. Вельзевул очнулась и, к своему удивлению, поняла, что Азуса не враг. Она призналась, что энергетический напиток заставил ее перенапрячься. Но это не вина напитка, она просто переусердствовала. Вельзевул извинилась за то, что неправильно поняла Азусу, и сказала, что энергетический напиток стал популярен среди демонов, включая короля демонов. Она даже предложила Халкаре сделать еще. Азуса с облегчением поняла, что они избежали бессмысленной драки, и с пониманием выслушала извинения Вельзевула. Халкара, чувствуя себя неловко, призналась, что подумывает о том, чтобы перенести свою фабрику на континент Азусы, так как ее родной город отверг ее. Быть рядом с Азусой и ее спутниками казалось ей правильным выбором. Азуса поддержала эту идею, заверив Халкару, что для нее найдется место. Она предложила им по очереди готовить друг для друга, чтобы это стало новым, счастливым соглашением. Фальфа и Шалша, желая узнать больше о Вельзевуле, задавали ей вопросы. Вельзевул это позабавило, и она даже подумала о том, чтобы взять кого-нибудь из них к себе. Но Азуса быстро отклонила это предложение, усмехнувшись. Халкара с любопытством спросила Азусу о ее романтических отношениях. Азуса призналась, что у нее никогда не было отношений. Халкара подразнила ее, сказав, что в ее возрасте Азуса, наверное, еще об этом не думала. Азуса спросила Халкару, сколько ей лет, и та рассмеялась, сказав, что ей около 200 лет, что для эльфа еще совсем мало. Позже, когда Фальфа и Шалше сказали Азусе, что любят ее, она была вне себя от радости. В этот момент она поняла, как ей повезло, что у нее такая замечательная семья. Когда все сели завтракать, Лейка неожиданно сообщила, что ей нужно вернуться на родину. Азуса, потрясенная, спросила, все ли в порядке. Лейка объяснила, что ее сестра выходит замуж, и ей нужно быть на церемонии. Все поняли, но им было грустно от мысли, что Лейка уезжает. Лейка пригласила всех на свадьбу своей сестры, которая состоится возле вулкана Рока. Они отправились в путь на спине Мики, наслаждаясь красивыми пейзажами по пути. Но Халкара почувствовала себя плохо и остановилась передохнуть. Немного отдохнув, они продолжили путь и, наконец, добрались до вулкана, где собрались красные драконы на праздник. Их встретили младшие сестры Лейки из колледжа для девочек, и когда они шли, Халкара случайно наступила на тарелку. Дракон, приняв ее за еду, схватил ее, но быстро отпустил, поняв свою ошибку. Затем они встретились с родителями Лейки, но ее отец так громко кричал, что им пришлось заткнуть уши. Лейка представила их своей старшей сестре Лейле и жениху. Халкара спросила, как они познакомились, и Лейла рассказала, что они были друзьями детства и решили пожениться, встретившись спустя много лет. Внезапно свадьбу прервало племя синих драконов с континента Хэтеха, известных своей жестокостью и магией льда. Их предводительница Фуа заявила, что пришла испортить свадьбу, потому что она старше Лейлы и до сих пор не замужем. Фуа и ее спутники заморозили все вокруг своим ледяным дыханием. И красные драконы, не имея выбора, приготовились дать отпор. Это напугало Фальфу и Шалшу, но Азуса успокоила их, пообещав, что справится. Азуса позвала Халкару, которая притворилась мертвой, чтобы ее не поймали, но дракон чуть не наступил на нее, заставив встать. Азуса быстро схватила всех, и они побежали, но на них напал дракон, который пытался их заморозить. Азуса использовала свою огненную магию, чтобы отразить атаку, а Лейка сразилась с Фуа. Азуса не решалась вмешиваться, считая себя чужой, но когда на нее напал дракон, ей пришлось защищаться. Она ударила дракона по голове, вырубив его, и сказала Халкаре увести детей в безопасное место, а сама приготовилась защищать свою семью. Азуса взлетела в небо, выпустив мощную огненную магию, которая привлекла всеобщее внимание. Синие драконы окружили ее и напали все сразу, но она отбивалась от них своим пламенем. Она победила их одного за другим, и красные драконы поняли, насколько она сильна. Фуа, потрясенная, спросила, как человек может победить драконов одними физическими атаками. Азуса объяснила, что все дело в постоянстве. Она ударила Фуа, которая ответила ледяной атакой, но Азуса поняла, что у Фуа только один прием. Используя свою огненную магию, Азуса одолела Фуа, ударив ее сверху и отправив на землю. Оставшиеся синие драконы в ужасе разбежались. Лейка подняла Азусу в воздух, и красные драконы начали скандировать ее имя. Но Азуса предупредила, что это еще не конец, потому что к вулкану направлялась еще одна группа синих драконов. Пока они шли, Лейка пожелала сестре спокойной свадьбы, и Азуса заверила ее, что все будет хорошо.
Когда они добрались до вулкана, то увидели, что синие драконы попали в магический круг, и их магия иссякла. Появилась Вельзевул и объяснила, что пришла насладиться горячими источниками, но поймала синих драконов за то, что они причиняли неприятности. Азуса была впечатлена тем, что Вельзевул одолела 5 синих драконов. Но Вельзевул, высокопоставленный демон, сказала, что для нее это не проблема. Она спросила, сможет ли Азуса победить ее в честном бою. Но вместо того, чтобы драться, Вельзевул обняла Азусу, не проявляя никакого интереса к битве. Азуса попросила Фуа превратиться в человека для переговоров, и та неохотно согласилась. Лейка сказала Фуа, сколько она должна за ущерб, причиненный ее нападением. Фуа была шокирована суммой, но Лейка дала понять, что если она не заплатит, то останется здесь навсегда. Фуа неохотно согласилась. Азуса предложила заключить мирный договор между синими и красными драконами, чтобы предотвратить будущие конфликты, но Фуа настаивала на том, что преследование красных драконов – цель всей ее жизни. Азуса пригрозила задержать ее, если она откажется, и Фуа наконец согласилась на договор. Вельзевул и Азуса будут свидетелями, и Вельзевул предупредила о серьезных последствиях, если договор будет нарушен. После этого все драконы превратились в людей и наслаждались оставшейся частью свадебного торжества. Все желали молодоженам счастья, включая Фуа, хотя Лила пошутила, что Фуа никогда не выйдет замуж, на что Фуа в ответ выругалась. Вечером Лейка попросила Азусу положить голову ей на колени, как делала ее сестра, когда нервничала. Азуса согласилась. Тем временем Халкара напилась и отключилась, поэтому Вельзевул отнесла ее в безопасное место, предупредив, чтобы она не блевала. Она пригласила всех остаться на курорте с горячими источниками, и они согласились. Пока они отдыхали в горячих источниках, Азуса думала о своей растущей семье. Она поняла, что у нее есть 2 замечательных детей, Фальфа и Шалша, а Лейка и Вельзевул стали ей как сестры. Но когда она говорила о Халкаре, то шутливо называла ее нарушительницей спокойствия, и все смеялись. Халкара решила поменяться с Иисусой днями готовки, и все подумали, что она уезжает. Весь город опечалился, что она уезжает, и устроил большую прощальную вечеринку. Но Халкара удивила всех, когда объяснила, что не уезжает, а просто ищет новое место для строительства своей фабрики. Все вздохнули с облегчением, и настроение улучшилось. Позже вечером Халкара вернулась домой уставшая. Азуса, обеспокоенная, предупредила ее, чтобы она не переутомлялась. Халкара заверила ее, что все будет хорошо, если она выпьет энергетический напиток. Азуса, все еще беспокоясь, сказала ей вернуться домой до заката. Но Халкара сказала, что на ее фабрике живет призрак. И местные жители слишком боятся там работать, поэтому ей приходится все делать самой. Шалша, которая была с ними, предположила, что призрак может быть уравновешенным духом, который остался там, где умер. Халкара спросила Азусу, может ли она избавиться от призрака. Но Азуса замялась, признавшись, что не умеет общаться с духами. В отчаянии Халкара умоляла Азусу помочь, сказав, что ей придется самой управлять всей фабрикой, если призрак не уйдет. После долгих уговоров Азуса неохотно согласилась. Но только если ее помощница Вельзевул пойдет с ними. Азуса использовала свою магию призыва, чтобы вызвать Вельзевул, но все пошло не по плану. Ее заклинание не сработало, и Вельзевул упала в ванну с холодной водой. Раздраженная Вельзевул потребовала объяснить, зачем ее вызвали. Группа объяснила ситуацию, и Вельзевул, раздраженная тем, что ей поручили такое простое задание, неохотно согласилась помочь, когда Фальфа и Шалша заверили, что доверяют ей. Но Вельзевул расстроилась, что призрак появляется только ночью. Она проворчала, что им следовало подождать до вечера, чтобы вызвать ее. Вечером группа отправилась на фабрику. Вельзевул, теперь уверенная в себе, заверила Азусу, что она справится с этой работой. Но Азуса и Халкара, все еще нервничая, взялись за руки, поддерживая друг друга. Вельзевул спросила Халкару, где обычно появляется призрак, и та отвела их в комнату. Но когда они вошли, Азуса и Халкара слишком испугались и подумали, что можно пропустить эту комнату. Но Вельзевул затащила их внутрь и наконец встретилась с призраком. Призрака звали Розали, и после недолгой борьбы Вельзевул поймала ее. Халкара спросила, почему она преследует фабрику, и Розали рассказала свою трагическую историю. Она объяснила, что сотни лет назад ее собирались выдать замуж за представителя знатной семьи. Она думала, что выбрана из-за своей красоты и хороших манер, но позже узнала, что родители продали ее в другую семью. Горечь Розали копилась веками, и теперь она заявила, что фабрика принадлежит ей. Халкара, немного сомневаясь в манерах Розали, спросила, действительно ли она была такой воспитанной. Розали призналась, что была, но долгое пребывание в виде призрака изменило ее. Азуса задумалась, что делать дальше, и Вельзевул предложила стереть Розали из реальности. Но Азуса не согласилась, считая, что это неверное решение. Халкара предложила Розали просто уйти. Но призрак ответила, что уже пыталась, но ничего не вышло. Тогда Вельзевул придумала решение. Розали могла бы покинуть фабрику, если бы заняла тело живого человека. Но ей нужно было завладеть кем-то, у кого нет силы воли. Естественно, все согласились, что Халкара идеальный кандидат, поэтому привязали ее к стулу и приготовились к вселению. Розали успешно вселилась в тело Халкары, и Азуса, желая помочь Розали, предложила ей остаться с ними, надеясь, что она обретет покой. Розали обрадовалась,
назвала Азусу своей старшей сестрой и поклялась защищать ее, даже если придется пожертвовать собой. Азуса напомнила ей, что она уже мертва. Вернувшись домой, Розали попыталась покинуть тело Халкары, но не смогла. Она попросила Вельзевул о помощи, и Лайка задумалась, не навредит ли Халкаре наличие двух душ в одном теле. Вельзевул предупредила, что это может привести к смерти Халкары, но Розали настаивала, что не хочет причинять ей вред. В отчаянии Розали попыталась покончить с собой, но Азуса быстро остановила ее, зная, что это убьет и Халкару. Затем группа собралась, чтобы придумать решение. Лайка предложила покрутить Розали, думая, что это сработает так же, как когда печенье застревает в банке. Азуса покрутила Розали, подбросив ее в воздух, но это не помогло. Лайка, не сдаваясь, предложила ударить банку сзади, и Шалше ударила Халкару, но это только причинило ей боль. Лайка, теперь уже расстроенная, решила разбить коробку в крайнем случае. Но Вельзевул была готова пойти на крайние меры и убить Халкару. Азуса вовремя остановила ее. Фалфа, пытаясь разрядить обстановку, предложила удивить Розали, подняв ее высоко в небо и позволив ей упасть. Они так и сделали, но это все равно не сработало. После множества неудачных попыток они решили напоить Розали, надеясь, что Алкара завладеет ее телом, когда она уснет. Этот план наконец-то сработал. Халкара вернулась в свое тело, не понимая, как она там оказалась. Теперь они попробовали последнее решение, бросили Халкару в холодную воду. Это наконец-то заставило Розали покинуть тело Халкары. Освободившись, Розали извинилась за все неприятности, которые она причинила. Халкара беспокоилась, что рабочие фабрики не вернутся. Но Азуза быстро придумала новый план. Они представили Розали городу как дружелюбного призрака, который помогает всем своими способностями. Город принял ее, и Розали наконец-то была счастлива завести новых друзей и обрести покой, зная, что у нее снова есть место, где она может быть своей. Вельзевул поздравила Азузу, сказав, что она получила почетную медаль демона. Эта престижная награда вручалась тем, кого любили демоны и кто внес значительный вклад в развитие общества. Вельзевул сказала, что Азуза заслужила ее за то, что остановила войну между красными и синими драконами. Все были в восторге от этой новости, но Азуза, казалось, была равнодушна. Но видя, как все рады, она решила принять награду. Вельзевул объяснила, что церемония состоится через 3 недели, и она заберет их перед началом. Азуза спросила, где будет проходить церемония, и Вельзевул ответила, что на территории демонов, что всех шокировало. Она заверила их, что им не о чем беспокоиться, потому что демоны изменились и не причинят никому вреда, если к ним будут относиться с уважением. Группа беспокоилась об Алкаре, которая не знала, как вести себя на таком мероприятии. Она пыталась отказаться, но Шалша объяснила, что пропустить церемонию было бы огромным оскорблением для демонов. Розали спросила, пригласят ли ее как призрака, но Азуза заверила ее, что она член семьи и присоединится к ним. Они поняли, что Розали нужно новое платье, но она объяснила, что не может переодеться, потому что она призрак. Азуза спросила, есть ли магазин для призраков, но Халка рассказала, что никто не будет шить одежду для призраков, потому что у них нет денег. Тогда Шалша рассказала, что недавно подружилась с исследователем, который много знает о призраках, и они все пошли к нему. Он объяснил, что призраки остаются в той одежде, в которой они умерли, потому что эта одежда связана с их воспоминаниями. Розали хотела сдаться, но Азуза вспомнила о своей особой способности, которая позволяла ей творить магию. Азуза провела всю ночь, пытаясь создать платье для Розали. После нескольких неудачных попыток ей наконец удалось сделать красивое платье, и все были в восторге, увидев Розали в нем. Вскоре прибыла Вельзевул с Левиафаном, который летел по небу и даже нес на спине здание. Она показала им их комнату для гостей с большой ванной, где они встретили другого Левиафана по имени Воня. Вельзевул приказала Воне вернуться к работе, объяснив, что вода в ванне полезна для кожи, но если они будут в ней слишком долго, то растают. Воня представилась группе, сказав, что Левиафан, на котором они ехали, ее старшая сестра, Фатла. Воня рассказала, что они по очереди летают и обслуживают гостей, и она приготовила еду для всех. Вельзевул сказала, что они могут попросить Воню обо всем, что им нужно. Азуза не могла не заметить, что демоны были слишком добры к ним. Вельзевул сказала Азузе, что она заслужила все награды за то, что остановила войну драконов, и что ее имя войдет в историю. После вкусного ужина они все приняли теплую ванну. Той ночью, пока все спали, Розали любовалась прекрасным небом. Халкара проснулась и, желая принять ванну, случайно зашла не в ту комнату. Розали поблагодарила Халкару за то, что она построила фабрику, ведь это позволило ей покинуть место, где она умерла. Она сказала, что скучает по таким красивым видам. Халкара улыбнулась и сказала, что они все семья и между ними нет никаких разногласий. Розали была тронута этим и почувствовала себя настоящей частью семьи. На следующее утро все гадали, где Халкара. Они волновались, что она слишком долго просидела в ванне, но оказалось, что она просто упала с кровати. Затем Вельзевул показала им столицу, объяснив, что сначала они должны встретиться с королем демонов. Она сказала, что церемония состоится на следующий день, и все волновались перед встречей с королем демонов. По дороге Вельзевул рассказала им о разных племенах демонов, объяснив, что некоторые из них похожи на людей, а другие — на зверей. Азуза спросила, действительно ли нужно встречаться с королем демонов,
и Вельзевул объяснила, что именно он вручит ей награду, поэтому лучше встретиться с ним до церемонии. Лайка и Халкара боялись совершить ошибку и понести суровое наказание, но Вельзевул разозлилась и предупредила их, что если они оскорбят ее короля, она сама их убьет. Замок был спроектирован как лабиринт, чтобы запутать любого, кто попытается вторгнуться, и когда они добрались до тронного зала, их встретила девушка по имени Пикора. Халкара, решив, что она мешает, сказала ей отойти в сторону. Но Пикора объяснила, что она не встречалась с ними с высоты, а спустилась, чтобы встретиться с ними лично. Группа была удивлена, когда Пикора сказала, что трон пуст. Затем Вельзевул сообщила, что перед ними стоит король демонов. Пикора объяснила, что ей не нравится приветствовать людей с высоты, и она спустилась, чтобы встретиться с ними. Халкара быстро извинилась, но поспешно подняв голову, случайно сбила Пикору с ног. Группа испугалась. И Халкару арестовали за ее ошибку. Азуза узнала, что по закону Халкару могут казнить, а если дела пойдут хуже, то вся ее деревня может быть уничтожена. Все боялись, что их постигнет та же участь, но Азуза вспомнила, что сказала Вельзевул. Их пощадят, если король демонов их помилует. Проснувшись, Розали вышла из стены и сказала Азузе, что в саду есть травы. Но они не знали, как их достать. Лайка, всегда готовая помочь, вызвалась пойти и принести их. Она превратилась в маленького дракона, и Азуза не могла не подумать, как мило она выглядит в таком виде. Лайка быстро вернулась с травами, и Азуза приготовила зелье. Она объяснила, что оно горькое, но сильное и поможет разбудить Пикору. Следующей задачей было понять, как добраться до комнаты Пикоры. Но внезапно появилась Воня и сказала, что Вельзевул послала ее помочь. Она дала им карту и одежду, в которой Азуза могла бы войти в комнату доктора, не вызывая подозрений. Воня пообещала, что в таком хаосе никто не заметит, кто она такая. Она также предложила провести Азузу до конца пути. По дороге Азуза нервничала. Она знала, что если их поймают, у них обоих будут серьезные проблемы, но Воня заверила ее, что у нее нет выбора. Вельзевул приказала ей помочь, и она должна была подчиниться. Когда они подошли к комнате короля демонов, их остановили стражники, которые узнали Азузу. Они потребовали назвать ее имя, так как знали настоящего доктора. В панике Воня начала волноваться, и Азузе ничего не оставалось, как раскрыть свою личность. Вельзевул притворилась, что ничего не знает, но стражники ей не поверили. Они схватили Воню и попытались напасть на Азузу. Но Азуза не собиралась сдаваться. Она должна была защитить свою семью и не боялась за нее сражаться. В одно мгновение она уничтожила напавших на нее стражников. Она сказала им, что ей нужно увидеться с королем демонов, но их командир приказал стражникам остановить ее с помощью магии. Ледяная магия стражников даже не смогла ее поцарапать. Азуза легко отразила их атаки и уничтожила оставшихся стражников. На мгновение она остановилась и подумала, не зашла ли она слишком далеко, но Вельзевул заверила ее, что когда она настроена серьезно, она может уничтожить целую страну. Наконец они вошли в комнату короля демонов, и Азуза попыталась дать пекаря целебное зелье. Но Пикора внезапно проснулась, почувствовав неладное. Она сразу же спросила, что Азуза пытается ей дать, и Азуза быстро объяснила, что это просто целебное зелье, чтобы разбудить ее. Но Пикора заподозрила неладное, сказав, что это похоже на яд. Она достала оружие и вызвала Азузу на дуэль, чтобы доказать свою невиновность. Если Азуза победит, не убив ее, это докажет, что она говорит правду. Если она проиграет, это будет конец для всех них. Глаза Пикоры сверкнули серьезностью, когда она добавила, что этот бой не просто для вида, на кону их жизни. Без предупреждения Пикора напала, но Азуза успела увернуться. Пикора была удивлена ее скоростью и мастерством, отметив, что Азуза ведьма 99 уровня. Азуза поняла, что ее шляпа была разрезана во время атаки, и быстро приспособилась, уклоняясь от ударов Пикоры и сохраняя хладнокровие. Пикора была озадачена защитной стойкой Азузы. Она надавила на Азузу, спрашивая, почему та не нападает, напоминая ей, что жизнь Халкары в опасности. Ответ Азузы был твердым и непреклонным. «Когда дело касается защиты моей семьи, я не буду колебаться», — сказала она. С этими словами она стала серьезной и нанесла удар пекаря, которая заблокировала его мечом. Но удар был настолько сильным, что меч Пикоры вылетел из ее руки, и она отлетела назад. Казалось, что бой окончен, но Пикора не собиралась сдаваться. Она верила, что еще может сражаться, но Азуза спокойно сказала ей, что ее меч уничтожен. Пикора была ошеломлена, но прежде чем она успела что-то сказать, ее меч разлетелся на куски. Тогда Азуза попросила пощадить Халкару. К ее удивлению, Пикора назвала ее старшей сестрой и призналась, что весь бой был проверкой. Пикора искала кого-то сильнее себя, кого-то, кого она могла бы уважать и кем восхищаться. Она надеялась найти кого-то, на кого могла бы равняться. С этими словами Пикора освободила Халкару и в игривом настроении попросила Азузу поцеловать ее в щеку, вдохновившись сценой из ее любимой книги, где старшая сестра целует младшую. После недолгого колебания Азуза согласилась. Но поцелуй был прерван, когда Халкара и остальные ворвались в комнату, думая, что Азуза и Пикора пара. Пикора разозлилась на Халкару за то, что та их побеспокоила и пригрозила казнить ее, но вмешалась Фатла, спокойный голос разума. Она сказала пекаря, что Азуза никогда раньше ее не целовала, и поцеловала обеих дочерей и обняла остальных членов семьи.
Позже Пекора позвала Азузу и Леку на сцену на церемонии, но к их удивлению она также пригласила Фуа. Пекора приказала Азузе погладить рога Фуа, что означало подчинение ей, но Азуза сопротивлялась. Пекора пригрозила, что если Азуза не подчинится, она попросит Лайку сделать это вместо нее. Азуза неохотно согласилась, и когда они закончили, все вместе вернулись домой, сидя на спине Вонии, пока Фатла заботилась о них. Пока они возвращались, Азуза не могла не думать о том, когда же Фуа уйдет. Но Фуа объяснила, что она уже подчинилась Азузе, поэтому не может ее оставить. Лайка, которой не нравилось, что рядом два дракона, предложила Азузе приказать Фуа уйти. Однако Фуа объяснила, что по драконьим обычаям ей придется умереть, если она покинет своего хозяина. Разговор прервался, когда Бония вдруг вздрогнула, вспомнив забавную шутку, а Фатла случайно пролила на Азузу медовую воду. Фуа прикрыла ее от беспорядка, но когда они добрались до дома, Азуза решила, что Фуа может жить свободно. Она сказала Фуа, что та может действовать самостоятельно, но если ей понадобится совет, Азуза всегда будет рядом. Фуа расплакалась и попросила Азузу в последний раз погладить ее по голове. Азуза поняла, что у Фуа есть мягкая сторона, которую она скрывала от всех. Фуа ласково назвала ее мамой. Но как только Азуза растрогалась, появилась Лайка и схватила Фуа, сказав ей, чтобы она перестала беспокоить собаку Азузы. Фуа объяснила, что, будучи свободным драконом, она полностью посвятила себя Азузе. Так продолжалось их странное, но душевное приключение. Азуза теперь гордая защитница своей семьи и своих новых друзей. Через несколько дней Азуза просыпается, чтобы насладиться утром, и слышит, как Лайка и Фуа спорят о том, чье печенье вкуснее. Розали рассказывает, что с тех пор, как появилась Фуа, они постоянно ссорятся. Но они пытаются решить это мирно, а не драться. Азуза говорит им, что их печенье очень вкусное, но они настаивают, чтобы она выбрала любимое, и Халкара интересуется, почему они сегодня так взвинчены. Шалша объясняет, что драконы-хищники и давно не ели мясо. В этот момент появляется Лайка и рассказывает им о нашествии диких кабанов в лесах Неллы. Местные жители не могут с этим справиться, поэтому просят Азузу помочь. Азузе не нужны магические камни, но Лека упоминает, что кабаны не роняют камни, но роняют мясо. Лайка и Фира умоляют ее взяться за эту работу, а Хакара шутит, что они, должно быть, изголодались по мясу. Азуза соглашается, и они отправляются в лес, а Хакара остается присматривать за детьми. Розали идет впереди и говорит, что впереди их ждет 15 кабанов. Фуа с нетерпением бросается вперед, но ее одежда застревает в ветках. Она снимает ее, думая, что никого нет рядом, но потом замечает людей у реки и смущается. Она быстро одевается, но кабаны отбрасывают ее одежду, и ей приходится сражаться с ними голой. К счастью, все приходят ей на помощь, и вместе они побеждают кабанов. Пока они готовят мясо, приходят Вельзевул и Ваня, возвращая одежду Фуа. Они объясняют, что исследовали кабанов и собирали еду для царства демонов. Но поскольку мясо уже собрано, их работа стала проще. Вечером Лека и Фуа извинились за свое поведение и признались, что поспорили, кто будет спать рядом с Азузой всю ночь. Азуза с улыбкой приглашает их обоих спать рядом с ней и напоминает, что они все сестры. Позже той же ночью она просыпается и обнаруживает, что они ушли, и находит их за поеданием остатков с охоты. На следующий день Азуза подслушивает разговор двух женщин о горной ведьме, которая помогает людям повсюду и понимает, что кто-то выдает себя за нее. Решив проучить самозванку, они отправляются на расследование. Лека предлагает зайти в бар, чтобы собрать информацию. В баре они сталкиваются с грубыми посетителями, и бармен объясняет, что они сменили тему и теперь обращаются с клиентами как со свиньями, что пошло им на пользу. Она говорит, что знает что-то о горной ведьме, но расскажет только в том случае, если группа Азузы будет сотрудничать и неуважительно обращаться с клиентами. Лайка и Азуза соглашаются, и их грубые замечания завоевывают расположение посетителей. Наконец бармен рассказывает, что фальшивая ведьма находится на севере. Добравшись до севера, они находят самозванку, пожилую женщину. Азуза сразу же называет ее фальшивкой и вызывает на дуэль. Но женщина убегает. Они быстро ее догоняют, и оказывается, что это девушка по имени Энна, которая притворяется старухой. Энна извиняется за свои действия, и Азуза уверяет ее, что ничего страшного не произошло. Лайка понимает, что Энна тоже ведьма. Они заходят в дом Энна, где Азуза замечает странные предметы. Лайка спрашивает, делает ли она волшебные зелья, и Энна показывает им таблетки, которые она создала для снятия усталости, напряжения глаз и улучшения пищеварения. Азуза впечатлена и предлагает продавать их, но Энна сомневается. Она объясняет, что ведьмы не должны слишком открыто рекламировать себя и не будут этого делать, если кто-то не поможет ей продавать товары. Лайка не понимает и спрашивает, чего хочет Энна, потому что ее слова не сходятся. Азуза, однако, понимает чувства Энна, понимая, что она хочет, чтобы ее признали гениальной ведьмой, но не хочет заниматься бизнесом. Энна признается, что мечтает стать знаменитой и чтобы ей поставили памятник. Азуза советует ей привлечь внимание, чтобы достичь своих целей. На следующий день Энна устанавливает прилавок на местном фестивале, чтобы продавать свои волшебные таблетки, а Лайка и Фуа продают печенье. Позже Инна отправляет Азузе письмо с благодарностью за помощь и говорит, что ее бизнес процветает благодаря их поддержке. Азуза готовила завтрак, когда Шалше внезапно сказала ей, что Фало превратилась в слизь.
Сначала Азуза подумала, что Шалша шутит, но когда она заметила, что окно закрыто и там только слизь, она поняла, что что-то не так. К ее удивлению, слизь обняла ее за ноги, и Азуза наконец поняла, что это Фуа в новой форме. Халкара, которая наблюдала за происходящим, предположила, что поскольку Фала была духом, она могла превращаться в слизь. Однако Шалша все еще была в замешательстве и не понимала, что происходит. Азуза сразу же начала думать, как обратить это превращение вспять. Но она быстро поняла, что создать заклинание, чтобы вернуть Фале человеческий облик, будет непросто. Фуа, как всегда практичная, предложила обратиться за помощью к демонам. Азуза решила вызвать Вельзевула, надеясь, что он сможет найти решение. Как обычно, процесс призыва прошел негладко, и Азуза упала прямо в холодную воду. Придя в себя, Азуза рассказала Вельзевулу о превращении Фалы. Вельзевул, решив, что Азуза шутит, расстроился. Но когда Азуза показала ему слизь, Вельзевул все понял. Он обнял Фалу и подтвердил, что им нужно обратиться к специалисту по слизням, чтобы решить эту проблему. Вельзевул упомянул, что в замке есть очень умный слизень, который может знать, как помочь. Азуза успокоила всех и вместе с группой отправилась в замок. Они прибыли вскоре после этого, но Вельзевул признался, что забыл, где находится слизень. Побродив вокруг, они поняли, что Фала ела хлебные крошки, которые они уронили. Затем группа вернулась на поверхность, где появилась Пикора. Пикора озорно сказала Азузе, что если она хочет получить ответы, то сначала должна ее поцеловать. Азуза неохотно согласилась, и Пикора после поцелуя предложила проверить ближайший сарай. Там они обнаружили потайной ход, ведущий к слизню. Слизь общалась с помощью доски с надписями и объяснила, что не может им помочь, но посоветовала обратиться к слизню-волшебнику, живущему в провинции Тамиана. Азуза, теперь более решительная, чем когда-либо, поблагодарила слизня, и группа решила отдохнуть и продолжить путешествие на следующий день. Когда они прибыли в провинцию Тамиана, их встретила молодая девушка, которая была слизнем-волшебником. Слизь рассказала, что использовала магию трансформации, чтобы изменить свою внешность, и сказала, что может помочь. Внимательно осмотрев Фалу, слизень-волшебник поняла, что из-за позы для сна у Фалы повредился мускул, из-за чего ей было трудно сохранять человеческий облик. Это привело к тому, что она превратилась в слизня. Группа спросила слизня-волшебника, может ли она вернуть Фале человеческий облик. Но слизень объяснила, что ее магия действует недолго, поэтому это не будет постоянным решением. Она предложила обратиться к слизню-бойцу, который приобрел человеческий облик благодаря физическим тренировкам. Этот слизень-боец жил в южном городе под названием Кенли и, по слухам, был одиноким бойцом, ищущим только силы. Азуза решила принять участие в боевом турнире в Кенли, чтобы встретиться со слизнем-бойцом. Когда они прибыли, Азуза с удивлением узнала, что Вельзевул тоже участвует в турнире. Она предупредила Азузу, чтобы та была осторожна, так как магия запрещена. Азуза и Вельзевул легко прошли через соревнования. Оба вышли в полуфинал. Там Вельзевул сразилась со слизнем-бойцом. Азуза надеялась, что у слизня-бойца будут ответы, но Вельзевул быстро победила ее. Однако Вельзевул пообещала договориться со слизнем-бойцом, чтобы Азуза могла сосредоточиться на бое. Перед началом матча Фало с помощью Вельзевула снова приняла свой первоначальный облик. Азуза почувствовала облегчение, зная, что теперь они могут свободно сражаться без каких-либо препятствий. Когда начался бой, Азуза попыталась атаковать Вельзевула, но та увернулась с помощью крыльев. Зрители думали, что Вельзевул просто надела крылья и рога для стиля, не понимая, что она на самом деле демон. Вельзевул, признав, что не может сравниться с Азузой в скорости, решила атаковать слабые места Азузы. Но ей это не удалось, потому что у Азузы их было много. Азуза тем временем не могла использовать магию, чтобы летать, и решила подождать, пока Вельзевул сделает свой ход. Когда Вельзевул бросилась в атаку, Азуза быстро схватила ее за щеки, показывая, что это было частью ее плана. Они обменялись мощными ударами, казалось, что они равны. Азуза, оценив навыки Вельзевула, поняла, как усердно Вельзевул готовилась к бою. Она сказала Вельзевулу, что для нее большая честь быть достойным противником, но она считает, что Вельзевул все еще слишком слаба, чтобы победить ее. Фало, наблюдая со стороны, уверенно болела за свою мать, Азузу. Вдохновленная поддержкой Фалы, Азуза знала, что должна победить. Когда Вельзевул снова бросилась в атаку, Азуза увернулась и нанесла мощный удар, нокаутировав Вельзевула. Азуза сразу же проверила Вельзевула, опасаясь, что она ранена. Вельзевул заверила ее, что с ней все в порядке, но Азуза, все еще беспокоясь, взяла ее на руки. Азуза предложила провести матч-реванш, но Вельзевул сказала, что это будет хлопотно, и ей нужно время, чтобы восстановиться. Она добавила, что победа Азузы создаст проблемы для ее мирной жизни, так как зрители теперь увидели ее истинную силу. После этого Азуза и ее группа пошли поблагодарить слизня-бойца за помощь. Но она расстроилась из-за того, что потеряла призовые деньги. Она попросила Азузу взять ее в ученики по боевым искусствам, но Азуза попыталась отказаться. Чтобы доказать свой потенциал, слизень-боец вызвала Азузу на дружеский поединок. Когда они готовились к бою, слизень-боец почувствовала темную ауру вокруг Азузы, которая бывает только у тех, кто убил бесчисленное количество слизней.
Испугавшись, слизень-боец потеряла сознание. Азуза отнесла ее домой. Когда слизень-боец очнулась, она решила, что больше не хочет быть ученицей Азузы. Однако Вельзевул, которая присоединилась к ним, предложила слизню-бойцу стать ее учителем. Слизень в отчаянии умоляла Вельзевула научить ее боевым искусствам. Азуза подумала, что Вельзевулу будет полезно научить слизня, потому что они всегда будут знать, где его найти, если он снова превратится в слизня. После некоторого колебания Вельзевул согласилась, и слизень наконец стал ее учеником. Когда отношения между учителем и учеником наладились, группа Азузы вздохнула с облегчением, зная, что их проблемы со слизнями скоро закончатся. Через несколько дней девушки заметили афишу о музыканте по имени Кукушка, который впервые приедет в их деревню. Никто из них не слышал о ней, кроме фюрера, который очень любил музыку. Они решили пойти на ее концерт, но, услышав ее рок-н-ролльный стиль, не впечатлились и быстро ушли, кроме Азузы и Фуа. Фуа заметила, что ее музыка начиналась с высоких нот, но постепенно замедлялась. Внезапно Кукушка упала в обморок, и сначала они подумали, что это часть шоу. Но когда они поняли, что она не притворяется, они отнесли ее домой. Они накормили ее, и вскоре она пришла в себя. После ванны они были потрясены, увидев ее без макияжа, она выглядела как обычная девушка. Они спросили, часто ли она теряет сознание, и она призналась, что да. Ее музыкальная карьера не приносила достаточно денег, чтобы прокормить ее. Фуа заметила, что только несколько музыкантов зарабатывают много денег, и Кукушка рассказала, что уехала из родного города 63 года назад, надеясь на успех. Но ее карьера так и не пошла в гору. Азуза предложила ей остаться у них на некоторое время и отдохнуть. Но Кукушка решила, что пора бросить музыку и начать новую жизнь. Однако, когда остальные поняли, что работа, которую она рассматривала, не была достойной, Азуза спросила, нравится ли ей по-прежнему музыка. Кукушка ответила, что любит ее. Поэтому Азуза посоветовала ей еще немного потерпеть, потому что было бы обидно отказаться от того, что она действительно любит. Азуза сказала ей, что если она хочет начать новую карьеру, то она не будет ее останавливать. Но она пригласила ее остаться и подумать еще раз. Чтобы отпраздновать их дружбу, Кукушка попыталась спеть для них песню. Но они сочли ее невыносимой. Фуа предложила ей попробовать другой музыкальный стиль, но Кукушка не была готова признать свою ошибку. Тогда Фуа сыграла на лютне и спела красивую песню, которая всем понравилась. Азуза посоветовала Кукушке писать тексты, которые было бы легче понять. Но Кукушка не справлялась, поэтому Азуза попросила всех помочь ей. Они послушали музыку Лейки и Хакары, но она им не понравилась. Хотя они были впечатлены выступлением Фальфы и Шауши. Розали спела песню о своем опыте в качестве призрака, и всем стало грустно. Кукушка поняла, что она пела о смерти, хотя сама никогда не умирала, поэтому решила сменить свой музыкальный стиль. Она даже решила перестать использовать свой сценический псевдоним и выступать под своим настоящим именем. Она добавила все тексты в свою следующую песню и поблагодарила всех перед уходом. Азуза сказала ей, что она может приходить к ним в любое время, потому что их дом — это и ее дом тоже. Фуа сказала, что хотя у нее нет музыкального таланта, успех в их мире не всегда зависит от таланта, и Кукушка все равно может добиться успеха. В этот момент пришла Вельзевул и сказала, что у нее выходной, и она пришла провести время с Фальфой и Шаушей. Она удивилась, увидев Кукушку, и попросила ее спеть. Кукушка подумала, что это хороший шанс проверить, сработает ли ее новый стиль. Она спела для всех, и Вельзевул понравилось ее выступление. Она пригласила Кукушку выступить на следующем демоническом фестивале, где ее будут смотреть 20 человек. Кукушка испугалась и решила усердно тренироваться, попросив Азузу, можно ли ей остаться еще ненадолго. Когда они прибыли в королевство демонов, Кукушка пошла осматривать место проведения фестиваля, а остальные пошли за покупками. Азуза заметила, что Кукушка выглядит грустной, и спросила, что случилось. Кукушка призналась, что нервничает, потому что место проведения было огромным. Азуза и Лейка пытались ее подбодрить, но Кукушка не могла избавиться от негативных мыслей. Фуа заверила ее, что у нее все получится, потому что она уже не та исполнительница, что раньше. Фуа и Лейка немного поспорили, и Кукушка рассмеялась. Фуа сказала ей, что она сделала все, что могла, и теперь пришло время зрителям услышать ее песню. Азуза поблагодарила Вельзевул за помощь, но Вельзевул сказала, что просто дала Кукушке шанс, а воспользоваться им ее дело. На фестивале Кукушка поразила всех своим выступлением, и она чувствовала, что это все благодаря семье Азузы. Вельзевул сказала ей, что организаторы фестиваля попросили ее выступать чаще, и Кукушка поняла, что теперь она может зарабатывать на жизнь музыкой. Фуа взяла добычу Кукушки и сыграла одну из ее старых песен, напомнив ей, что можно вернуться к своему рок-н-ролльному стилю. Фуа сказала, что в жизни нет правильного ответа, и пока Кукушка будет стараться, она никогда не проиграет. Халкара запланировала веселую грибную вечеринку для всех, но Азуза не могла не волноваться. После ее последнего неудачного опыта с грибами она стала осторожнее их есть. Она спросила Халкару, безопасны ли грибы, и Халкара заверила ее, что она тщательно выбирала только здоровые грибы в лесу. Азуза, немного успокоившись, принялась за еду и обнаружила, что съела ядовитый гриб. Халкара смущенно призналась, что вырастила этот гриб у себя в комнате, и он обладает странным свойством уменьшать того, кто его съест. Азуза разозлилась, напомнив ей, что она обещала, что все грибы безопасны для употребления. Она понятия не имела, что этот гриб отличается от других. Азуза быстро потеряла сознание, а когда очнулась, то с удивлением обнаружила, что уменьшилась до размеров ребенка.
Все были удивлены, и хотя они думали, что она выглядит мило, Азузе было не до смеха. Халкара сразу же извинилась, заверив ее, что гриб не причинит никакого вреда, кроме уменьшения ее размера. Она пообещала найти способ вернуть Азузу в нормальное состояние. Азуза, все еще раздраженная, но готовая дать Халкаре шанс, надеялась, что скоро сможет вернуться к своему прежнему состоянию. Когда все собрались вокруг нее, фюрер не удержался и взял на руки крошечную Азузу, назвав ее очаровательной. Розали заметила, что хотя Азуза и маленькая, ее душа такая же сильная, как и раньше. Тем временем Фальфа и Шауша кормили Азузу и старались, чтобы ей было комфортно, даже читали ей скучную книгу, чтобы она заснула. На следующее утро Лейка приготовила для них завтрак, стараясь сделать его необычным, чтобы он соответствовал детскому облику Азузы. Когда они сели за стол, Лейка спросила о Халкаре и выяснилось, что она заперлась в своей комнате. Она отчаянно пыталась найти способ вернуть Азузу в нормальное состояние. Азуза, смирившись со своей участью, позволила Лейке погладить себя по голове. Но Фурео, завидуя вниманию Лейки, быстро присоединилась к ним. Они устроили шутливое соревнование, кто лучше погладит Азузу по голове. Азуза, ошеломленная таким вниманием, с трудом взяла книгу, и Розали, заметив это, помогла ей. Азуза даже позволила Розали расчесать ей волосы, хотя это длилось недолго. Вошла Халкара, выглядевшая подавленной, и Азуза сразу же спросила, нашла ли она решение. К сожалению, у Халкары не было хороших новостей, и она снова извинилась. Поняв, что другого выхода нет, Азуза решила обратиться за помощью к демонам. Она вызвала Вельзевула, который удивился, увидев ее, не узнав крошечную Азузу. Выслушав ее историю, Вельзевул сначала посмеялся над новым обликом Азузы. Он пошутил, что она могла бы остаться такой навсегда, ведь теперь она самый милый ребенок в мире. Но Азуза подразнила его, пригрозив рассказать всем, что Вельзевул проиграл ребенку. Этого было достаточно, чтобы убедить демона помочь ей. Вельзевул согласился, сказав, что найдет способ вернуть Азузу в нормальное состояние, но хотел взять с собой Шаушу и Фальфу. Азуза, хоть и была немного раздражена, была рада их компании. Той ночью они все устроились в постели, а на следующий день Азуза не дала Вельзевулу рассказать пекарю о случившемся. Она боялась, что все может усложниться, если Пекора узнает. Но, как обычно, Пекора уже все поняла и ждала их. Увидев Азузу, Пекора заворковала над ней, но поняла, что Азуза хочет вернуться в нормальное состояние. У нее было решение – мировое древо, огромное дерево со 108 этажами, на самом верху которого жил аптекарь. Этот аптекарь специализировался на всевозможных зельях, и лекарство для Азузы могло быть среди них. Но добраться до вершины будет непросто. По пути им будут встречаться опасные животные. Пекора договорилась с Ваней, чтобы он проводил их к мировому древу, и хотя Шауша волновалась, Фальфа настояла на том, чтобы пойти с ними, не желая оставлять сестру одну. Пекора объяснила, что не может пойти с ними, потому что у нее слишком много работы, но Азуза была благодарна ей за помощь в выборе правильного направления. Группа отправилась в путь, и когда они наконец добрались до мирового древа, Фальфа и Ваня с восхищением огляделись. Они видели его только однажды на школьной экскурсии, и вблизи оно выглядело гораздо внушительнее. Азуза удивилась, увидев, что мировое древо не было обычным подземельем. Вместо этого они могли заплатить монетами, чтобы подняться на лифте. Пока они продолжали свой путь, Фальфа заметила, что на 11 и 12 этажах обитают опасные волки. Но Азуза была настроена скептически. Она считала, что система названий этажей нелепа. Пока они поднимались, Ваня приносил им еду и помогал ориентироваться на дереве. На 10 этаже они направились прямо на 11, где встретили волков. Азуза сначала испугалась, но волки оказались дружелюбными. Они не были враждебны, потому что раньше сталкивались только с более сильными демонами, которых не могли победить, поэтому со временем их характер смягчился. Они продолжали пользоваться лифтами и в конце концов добрались до горячего источника, где решили сделать перерыв. Азуза, хоть и была на взводе, не могла не признать, что мировое древо оказалось не таким страшным, как она себе представляла. Ваня напомнил ей, что после 8-й станции у них больше не будет лифтов, что расстроило Азузу, но она глубоко вздохнула и продолжила путь. Поднимаясь выше, они встретили ленивцев и других опасных существ, но Азуза была полна решимости добраться до вершины. Наконец они добрались до верхнего этажа, откуда открывался захватывающий вид на окружающий пейзаж. Азуза с помощью Фальфы любовалась пейзажем, хотя Ваня напомнил им, что у них все еще есть миссия. Они нашли аптеку на вершине мирового древа, где их встретил аптекарь. Выслушав их историю, аптекарь дал им пузырек с лекарством-таблетками Эна. К удивлению Азузы, они могли бы получить это лекарство без опасного путешествия. Эна, аптекарь, как раз вовремя пришла, чтобы отдать лекарство, и спросила, почему они не воспользовались вивернами, чтобы добраться до вершины. Азуза, немного смутившись, спросила Пекору, почему она не рассказала ей о вивернах, и Пекора ответила, что понятия не имеет, о чем она говорит. На обратном пути они летели на вивернах, и Азуза не могла не рассмеяться над тем, насколько нелепой была ситуация. Когда она наконец приняла лекарство, то снова стала своего обычного размера, но обнаружила, что ее одежда больше не подходит ей. Поняв, что Пекора знала, что так и будет, Азуза решила отомстить ей, заставив принять ванну вместе со всеми. Пекора смущенно призналась, что никогда раньше не была в общественной бане. Азуза, как старшая сестра, решила, что ее долг наказать Пекору за ее выходку.
Ткнув ее в голову в качестве шутливого напоминания, Лайка спросила, что это за праздник. Шалше объяснила, что это деревенский танцевальный фестиваль, который проводится уже более 250 лет. Фестиваль – это способ для людей принести плоды своего урожая Богу Земли и помолиться о хорошем урожае в следующем году. Он длится 2 дня, празднование проходит накануне и в день фестиваля. Лайка спросила, будет ли Азуза участвовать, и Азуза призналась, что не хочет выделяться. Но увидев, как взволнована ее семья, она решила присоединиться. Азуза поняла, что Кара умеет готовить напитки, а Лайка еду, поэтому решила открыть кафе под названием «Дом ведьмы» накануне фестиваля. Вскоре пришла их униформа, и все выглядели в ней отлично, кроме Алкары, чья униформа была слишком тесной из-за ее большой груди. Розали пошутила, что ей повезло, что ей не пришлось ее надевать. Но Азуза с помощью магии шила для нее специальное платье. Они все вместе придумывали меню для своего кафе, но Азуза нашла его слишком экстремальным, поэтому решила сама составить меню. После этого они украсили кафе, и Натали с нетерпением ждала возможности посетить их магазин на фестивале. Они раздавали листовки в деревне, надеясь, что люди придут. Но Азуза напомнила им, что даже если они не придут, самое главное – это повеселиться. На следующее утро Азуза проснулась и увидела большую толпу у своего кафе, что ее удивило. Люди пришли из других деревень. Поскольку они пришли так рано, команда решила открыть кафе на час раньше. Посетителям понравилось кафе, и они с удовольствием проводили там время, впечатленные тем, как красиво все выглядели в своей униформе. Фура, немного завидуя вниманию, которое получала Лайка, попыталась произвести впечатление на посетителей, неся сразу несколько блюд. Но она потеряла равновесие, и Розали быстро с помощью магии расставила все блюда на столах. Все были поражены ее обслуживанием, и посетителям, похоже, понравилась и еда, и атмосфера. Азуза призвала всех продолжать в том же духе. Шалша устала стоять так долго, поэтому Азуза попросила ее сесть за кассу. Она не могла поверить, насколько успешным оказалось их кафе. В этот момент пришел Вельзевул и похвалил их кафе. Азуза подразнила ее, спросив, не осталось ли у нее других дел. Но Вельзевул сказала, что пришла, потому что слышала об этом и ей было интересно, почему Азуза ее не пригласила. Азуза спросила, не хочет ли Вельзевул помочь, но Вельзевул, будучи демоном, напомнила Азузе, что нельзя просить об одолжении просто так. Однако она вышла через заднюю дверь и вернулась в униформе официантки, мгновенно привлекая всеобщее внимание своим царственным и величественным видом. Пикора тоже пришла и начала помогать им, что удивило Азузу, ведь это неподходящая работа для короля демонов. Азуза догадалась, что раз Пикора здесь, значит Ваня и Фатла тоже помогают на кухне, и это оказалось правдой. Следующей появилась слизь-боец, увидев Вельзевул в униформе и решив, что это часть ее тренировки. Она тоже решила помочь. Ино пришла с образцами своих новых добавок, и вскоре к ней присоединилась Кукушка. Развлекая толпу с помощью фюрера, Азуза огляделась, чувствуя, что ситуация выходит из-под контроля, но поняла, что им ничего не остается, кроме как продолжать работать. После напряженного дня они закрыли магазин на ночь. Ино показала Азузе свою новую добавку, приготовленную из фруктового сока, чтобы нейтрализовать горечь, но напомнила ей, что не стоит портить веселье разговорами о делах. Когда все гости ушли, Азуза заметила, что им еще нужно прибраться. Но она не возражала, они могли отдохнуть после этого. Она подумала о том, как изменилась ее жизнь после перерождения и как ей нравится проводить время с семьей. Несмотря ни на что, она все еще мечтала о спокойной жизни. На следующий день Халка рассказала всем, что скоро начнется главное событие танцевального фестиваля, и все были в предвкушении. Вельзевул сказала, что покажет им свой демонический танец, и Азуза подумала, что ей больше нечем заняться. Но Вельзевул сказала ей быть благодарной за помощь, которую она оказала накануне. Фалфа и Шалше поблагодарили ее за поддержку, и Вельзевул сказала, что они всегда могут обратиться к ней за помощью в будущем. Розали пошутила, что Вельзевул не может устоять перед ними, потому что они слишком милые. Все с нетерпением ждали фестиваля, и Азуза подумала о том, что после 300 лет убийства слизней у нее наконец-то появилась семья, которую она может назвать своей. На следующее утро они все проснулись, и Азуза поприветствовала их. Лайка, девочка-дракон, готовит завтрак, а Розали, девочка-призрак, накрывает на стол. Когда Фалтарт, девочка-дракон, подходит к столу, она получает небольшую нотацию за то, что поздно встала, но после этого они все вместе завтракают. После завтрака Азуза просит Лейку пойти с ней в Южный лес, так как Халкара, эльфийка-аптекарь, говорит, что сегодня хорошая погода. В таком случае Халкара тоже решает пойти с ними. Она хочет собрать травы. В Южном лесу все 3 девочки были потрясены, увидев поле, потому что скоро начнется сбор урожая. Урожай полностью созрел. Они заметили там рисовые поля, что напомнило Азузе о ее жизни в том мире. Там были даже красные бобы, которые на самом деле называются адзуки. В итоге они собрали много красных бобов, и теперь Азуза готовит что-то сладкое, булочки с начинкой для Фалфы и Шалши духов слизней, они обе сестры. Пока они спят вместе с Фалтортом, они решают готовить без них. Не зная, как готовить это блюдо, они все вместе работают, но получается не очень хорошо, что расстраивает Азузу.
Удивительно, но Фалтерт проснулась ни с того ни с сего и попробовала блюдо, сказав Азузе, что в кулинарии главное – повторять успехи и неудачи. Услышав это, они все спокойно принялись готовить снова. И на этот раз все получилось идеально. Фалфа и Шалша тоже проснулись из-за восхитительного запаха. Азуза нервно предложила им попробовать, и они не смогли удержаться от радости, съев их, потому что они были такими вкусными, что у Азузы затрепетало сердце. Однако Халкара предложила ей продать их, а маленькие девочки Фалфа и Шалше предложили сделать на них рожицы, чтобы они выглядели как слизни, что было бы милее. На следующий день они открыли лавку и объявили жителям Флаты, что продают съедобных слизней. Чтобы привлечь внимание, они нарисовали плакат. Мисс Натали подошла к их лавке, заметив ведьму с гор Азузу. Увидев, что к лавке подходят и другие люди, и все они пробуют булочки с начинкой, люди сходят с ума, и начинается хаос, потому что все требуют коробки с ними. После успешной продажи они все вместе празднуют. Тогда Халкара предложила ставить печать на каждую покупку, чтобы привлечь больше постоянных клиентов. Это была карта добродетели богини. Шалша, разбирающаяся в этой теме, объяснила, что богиня набирает последователей, потому что ее считают богом, с которым можно встретиться. Сейчас она самая активная, ведет ток-шоу в каждом городе. Люди, которые слышат ее добрые слова, часто переживают небольшие, но значимые чудеса, например, выздоравливают, поступают в университет или даже находят потерянный носок. Такие благословения, которые влияют на повседневную жизнь, можно получить. Затем Халкара прерывает их, говоря, что богиня приняла ее предложение о сотрудничестве в производстве энергетических напитков и получила от нее печать. Когда они узнают, что скоро у нее будет мероприятие в столице, Шалше просит пойти, и Азуза не может отказать. Теперь Азуза, Шалша и Халкара в столице, а остальные не пошли с ними. Азуза рада, что Шалша так взволнована и разговорчива, ведь она мечтала побывать на таком мероприятии. Это делает ее невероятно счастливой. Во время мероприятия все ждут появления богини. Как только она появляется на сцене, у Азузы от удивления расширяются глаза. Это та самая богиня, которая перевоплотилась в нее. На сцене богиня рассказывает о своих добродетелях. Если кто-то сделал что-то хорошее, он может сам нарисовать круг на одной из коробок или попросить кого-то сделать это за него. Ничего не произойдет, но они просто будут накапливать добродетели. Позже один из ее помощников позвал Азузу за кулисы, потому что богиня хотела поговорить с ней наедине. Азуза испугалась, что ее бессмертие закончилось, и как только она поздоровалась с богиней, та попросила ее не покидать этот мир, и она с радостью исполнила ее желание, позволив ей прожить еще 3000 или 30 тысяч лет. По дороге домой их подбирает Лайка, и Халкара из любопытства хочет узнать, о чем она говорила с богиней, но она лжет, не говоря правды. Азуза вспоминает, как богиня сказала ей, что ее понизили в должности. Ее решение перевоплотиться и стать молодой не было одобрено, и ее понизили до местного администратора, то есть понизили в должности. Но чтобы не выдать свой секрет, она дала Азузе 2 круга. Вернувшись домой, Шалша и Фалфа рисуют на карте Азузы круги и благодарят ее за сегодняшний день. Увидев Лайку, Розали и Халкара тоже рисуют круги, чтобы выразить ей свою благодарность. Теперь, когда карта добродетели заполнена, Азуза и все остальные решили сделать свои собственные карты добродетели. Делая эти карты, Азуза не может не чувствовать себя счастливой и благодарной за то, что у нее такая замечательная семья. Мисс Натали приносит 12 золотых монет в качестве компенсации за волшебные камни и сообщает Азузе, что ее съедобные слизни снова продаются даже сегодня. Она предлагает Азузе вместо того, чтобы убивать слизней, зарабатывать на жизнь, продавая сладости. Однако она также передает Фалфе и Шалше письмо с саммита мировых духов. Позже все в их доме сели и обсудили это. Фалфа сообщает всем, что духи со всего мира собираются на озере Натера, и обе сестры приглашены. Поскольку они духи, они настаивают на том, чтобы пойти, но Азуза не может оставить их одних, поэтому они решают, что их мать, как опекун, пойдет с ними. По дороге на собрание обе девочки наслаждаются бутербродом, который Азуза приготовила для них. И когда путешествие заканчивается, они прибывают на озеро Натера. Они не могут не восхищаться его красотой. Позже той же ночью собрались все духи. Фалфа, как и положено Фалфе, быстро начинает здороваться с духами, а Шалше, будучи интровертом, долго колеблется, поэтому Азуза идет с ней, чтобы она могла пообщаться с другими. Шалше приветствует их своей визитной карточкой и в знак знакомства предлагает им съедобных слизней своей матери. Это производит впечатление на других духов, и они тоже приветствуют ее, потому что она намного моложе их. Видя, что у нее все получается, Азуза тоже берет инициативу в свои руки и представляется. Когда она говорит, что она ведьма с гор, духи пугаются, потому что всегда думали, что ее существование всего лишь слухи. Они также слышали, что она уничтожила синего дракона, который, очевидно, живет с ней, поэтому она уточняет, что это не так. Один из духов, Кумулонибус, упоминает южные поселения, желая узнать, правда ли это. Духи вулкана и водопада соглашаются, что они тоже слышали об этом, и Азуза понимает, что они действительно любят слухи.
Азуза ждет начала саммита, но к ее удивлению и удивлению ее детей, саммит заканчивается мгновенно и духи исчезают. В этот момент из воды выходит девушка, дух Капля, Уфуфу, и спрашивает, понравился ли им саммит. Но когда Азуза пожаловалась, что это был не саммит, а просто болтовня духов, Уфуфу объяснила, что раньше у них были настоящие обсуждения. Но те, кому это было неинтересно, перестали приходить, и теперь это просто болтовня духов. Дорога домой была долгой и уже наступила ночь, поэтому Уфуфу предложила переночевать у нее дома. Немного поколебавшись, они пришли к ней домой. Дети в конце концов уснули, и Уфуфу дала ей медовую воду и призналась, что отправила письмо не просто так. Она заинтересовалась Азузой. Она признала, что Азуза взяла столько девочек в свою семью в горах, они полагались на нее, но ей не на кого было положиться. Азуза призналась, что ей никогда не на кого было положиться. Тогда Уфуфу, как мать, обняла ее и заверила, что она всегда будет рядом с ней, как мама. На следующее утро Азуза просыпается от голосов Фальфы и Шалши. Она спускается к завтраку и смущается, когда дети замечают, что она промокла. Но Уфуфу объясняет, что она дух Капля, поэтому, когда она кого-то обнимает, этот человек промокает. Уфуфу прощается с ними, и Азуза уходит с радостью в сердце, ведь она наконец-то нашла мать после 300 лет. Когда они вернулись домой, в коттедж в горах пришли гости – Ваня, Фальфа и Вельзевул, а также Пикора, король демонов. Появление Пикоры было неожиданным, но она пришла из-за съедобных слизней Азузы, которые добрались и до замка Вандеслы. Пикора также разрешает ей взять печенье, которое она испекла впервые, и когда она соглашается, они все решают отправиться в путь. На самом деле они пришли сюда по работе, чтобы найти нежить. Хотя их можно назвать демонами, они не подчиняются человеческому обществу, поэтому демоны их защищают. По словам Вельзевула, если люди найдут нежить, они будут испытывать отвращение к ней или в худшем случае сожгут ее. Теперь король демонов настаивает, чтобы Азуза помогла им найти этого парня. Сначала Азуза отказывается, но увидев своих дочерей с жалостливыми глазами, соглашается помочь. Они ловко раздают листовки о поиске нежити и получении компенсации. Хотя уже наступил полдень, никто им ничего не сообщил. Из любопытства Азуза читает признаки нежити. Они не стареют и не считаются ни живыми, ни мертвыми. Читая это, она вспоминает, что слышала от духов на озере Нантуа об этих слухах. Ваня, Фальфа и Вельзевул вместе с Азузой прибывают в южное поселение. Они замечают дом девушки, Пандели, где пожилая женщина продает фрукты. Когда она уходит, они ловко встречают ее, но она не готова с ними разговаривать, и они сомневаются, что она нежить, но она объясняет, что она сторож на кладбище. Но в конце концов она признается, что она нежить, когда Вельзевул угрожает ей, что она должна пройти очищение, чтобы доказать свою невиновность. Пандели подтверждает, что до того, как стать нежитью, она жила одна в королевской столице. Ненавидя работу, она проводила время в одиночестве и в итоге умерла от голода. Затем, после смерти, купаясь в лунном свете, она стала нежитью. Теперь она довольна своей жизнью, не работая и присматривая за кладбищем, но в ее сердце осталась пустота, ей не с кем играть. Однако Вельзевул сообщает ей, что демоны забирают ее под стражу. Это беспокоит Пандели, потому что у нее нет желания работать, поэтому Азуза предлагает перенести Пандели в царство демонов и открыть игровой магазин. Так она будет наслаждаться работой, не будет одинока и будет под защитой демонов. Это решение устраивает всех. Азуза и ее семья прибыли в столицу царства демонов. Город-замок. Они навестили Пандели, нежить, которая любит игры и открыла игровой магазин. Она представила карточную игру, в которую сейчас очень серьезно играют Лейка и Хакара. Это заставляет Азузу понять, что Пандели сильно повзрослела. Но для Пандели это работа, которую она любила, то же самое, что она делала на кладбище. Хотя Фальфа и Ваня хвалят ее за хорошую работу, она также платит налоги. Увидев Фальфу и Шалшу, Азуза спрашивает, где Вельзевул, но Фальфа и Ваня говорят ей, что она ушла по делам министерства, и им тоже нужно идти в Министерство сельского хозяйства. Однако Азуза не может представить, что эта девушка серьезно работает, но по их словам, она действительно сосредоточена на своей работе. Заметив ее сомнения, девушки предлагают Азузе посмотреть, как Вельзевул работает тайно. В Министерстве сельского хозяйства Азуза использует магию невидимости, чтобы исчезнуть, а Фальфа и Ваня ведут ее к Вельзевулу. Как только Азуза входит в кабинет, он напоминает ей о ее прошлой жизни, когда она умерла от переутомления. Но затем она замечает, что Вельзевул разговаривает с одним из своих менеджеров и сотрудников. Она выглядит очень серьезной, а затем подходит к Фальфе и Ване, потому что Ваня допустила ошибку в работе и спрашивает Фальфу, как дела у детей. Она имеет в виду Фальфу и Шалшу. Позже, в ее кабинете, Фальфа и Ваня с Вельзевулом уже давно работают, а Азуза скучает и хочет есть.
Вельзевул замечает, что в ее комнате что-то не так, и указывает на то, где сидит Азуза. Она говорит, что это самое странное место. Но Ваня оправдывается тем, что они поменяли обстановку, и это может быть причиной. Ее внимание переключается, когда звонит колокольчик. Это время обеда. Когда Ваня приносит обед, в нем 4 коробки, что вызывает у Вельзевула еще больше сомнений, но она подыгрывает. Она с улыбкой слушает ложь своего секретаря, но как только она притворяется, что отдает коробку с обедом кому-то из сотрудников, Азуза появляется и просит Вельзевула никому ее не отдавать. Это откровение заставляет Вельзевула усмехнуться, она уже знала, что что-то не так. Вернувшись с работы, Азуза рассказывает всем, какой серьезной была Вельзевул на работе. Тем временем Вельзевул завоевывает сердца Фальфы и Шалши, принеся им много сувениров. Когда Вельзевул упоминает свой особняк, Азуза упрекает ее во лжи. Но в итоге они посещают дом, который на самом деле принадлежит миллионеру. Вельзевул проводит их по столовой, и они все садятся за огромный обеденный стол. Когда Вельзевул решает принести им чай, Азуза начинает подозревать и говорит, что в таких больших особняках всю работу должны делать горничные. Это сбивает Вельзевула с толку. Все соглашаются с Азузой и требуют провести экскурсию по особняку, называя это плохим гостеприимством. Однако, когда дети бегут в комнаты, Вельзевул тут же останавливает их, говоря, что они могут заблудиться. Не имея выбора, она разрешает им осмотреть первый этаж и пытается отправить их обратно в царство демонов. Но, конечно, они не уходят, говоря, что остались еще второй и третий этажи. Услышав это, девочки снова пытаются выбежать и посмотреть второй этаж, но на лице Вельзевула появляется паника, и она снова их останавливает. На этот раз она не смогла их остановить, и они оказались на втором этаже. Когда дети открывают дверь одной из комнат, их глаза расширяются от удивления. Там все грязно и выглядит так, будто закрыто уже много лет. Вельзевул признается всем, что это действительно ее особняк. Но он такой огромный, что она не может с ним справиться. Это слишком для нее, поэтому она использует только несколько комнат на первом этаже. Она была простолюдинкой, и когда король демонов назначил ее министром, ей дали этот особняк и титул. Теперь Азуза понимает, почему Вельзевул так не хотела их приглашать, но Лайка считает, что не использовать такое великолепное место – это расточительство. Поэтому она решает, что они уберут это место вместе с Флатортом и бросает ей вызов. Кто уберет больше? Сначала она не хотела, но когда ее спровоцировали, Флаторт воспринял это как серьезный вызов и в итоге присоединился к уборке. Однако их внимание переключается, когда они замечают, что Шалша и Фальфа пропали. Они хотели подышать свежим воздухом в саду. Но теперь сад больше похож на лес, и их нигде нет. Прежде чем они войдут в лес, Вельзевул предупреждает их о растениях, которые поедают животных, и это пугает Азузу. В лесу Азуза в спешке ищет своих детей и встречает монстра, который пугает ее еще больше из-за детей. Она видит, как с ней разговаривает трава, но трава убегает, почувствовав, что она ведьма. Неожиданно Вельзевул находит их и возвращает к маме. Вернувшись в особняк, Фальтарт и Лайка спорят о том, кто лучше справился с уборкой. Тем временем дети извиняются за то, что зашли слишком далеко. В лесу трава оказывается получеловеком, который боится, что ведьма может ее убить. Азуза хвалит магазин Эна, говоря, что вернуть его в грот – большое достижение, и что это все плоды ее тяжелого труда. Эна говорит ей, что это все благодаря ей, потому что иначе она бы все еще сидела в гроте. Она говорит Азузе, что многим ей обязана. Хакара смотрит на какие-то таблетки и хвалит их использование в доме, а Ино ругает Хакару за то, что та украла у нее идею. Хакара кричит, что она просто смотрела на них как на образец, но Ино говорит, что это называется воровством чужой идеи. Они начинают спорить друг с другом, и Азуза вмешивается и останавливает их, говоря, что не будет просить их ладить. Но они должны хотя бы перестать ссориться. Ино рассказывает Азузе о таблетках мандрагора, которые она просила, и показывает ей спелые таблетки мандрагора, что удивляет Азузу. Ина объясняет, что обычные таблетки делают из 3-летней мандрагора, а эти из 10-летней, и что это большая редкость. Она говорит, что однажды сделает еще более удивительные вещи из 300-летней мандрагора. Она рассказывает, что мандрагора невероятно редко может говорить на человеческом языке, двигаться и что поймать ее – заветная мечта любой ведьмы. Тут Хакара говорит, что видела что-то подобное в саду Вельзевула, и Ина в шоке. Азуза говорит ей, что это частная собственность. Хакара добавляет, что сад Вельзевула теперь больше похож на лес, и там может быть что угодно. Ина тут же закрывает свой магазин и спешит за 300-летней мандрагорой.
Пока Хакара и Азуза обсуждают процедуру приготовления лекарства, Хакара говорит, что иногда приходится измельчать все растение целиком. Поняв это, Азуза спешит разбудить Флаторта и просит отвезти их в сад Вельзевула. Флаторт стонет и жалуется, что ее разбудили, но в конце концов соглашается, когда Азуза обещает ей десерт позже. Добравшись до места, Вельзевул говорит, что они опередили Эна. Азуза говорит, что хочет спрятать Мандрагору от Эна. Внезапно их прерывают громкие голоса, и они выходят на улицу и видят Эна с ведьмами из разных регионов, которые пришли за 300-летней Мандрагорой. Эна заявляет, что получит ее, даже если придется нарушить закон. Вельзевул говорит им идти домой, но они выламывают дверь и врываются в ее сад, пытаясь найти Мандрагору. Азуза, Хакара и Флоторт бегут за ведьмами, говоря, что должны найти Мандрагору раньше них. Азуза говорит им быть осторожными, потому что Хакара застревает в ветках, которые начинают рвать ее одежду. Азуза вытаскивает ее и прячет. Хакара использует свое эльфийское чутье, чтобы сказать Азузе, что Мандрагоры здесь нет, потому что мох ничего не пропускает, а корни деревьев тоже твердые и под ними трудно пройти. Азуза приходит к выводу, что они могут определить место, где не растут деревья. Она хвалит Хакару за ее знания о лесе, и они идут вперед, а Ино следует за ними. Они добираются до места, и Ино подходит сзади, заявляя, что украдет любую идею, если это поможет поймать 300-летнюю Мандрагору. Ино зовет всех ведьм собраться здесь, и тут Хакара внезапно кричит, зовя Мандрагору. Она кричит, что если растение ее слышит, то должно прыгнуть к Азузе, и она ее спасет. Растение вылезает из-под земли и прыгает к ней. У всех виноватое выражение лица, когда они видят милую девушку, которая появляется. Азуза спрашивает Эна, действительно ли она считает, что правильно превращать ее в лекарство. Азуза признается, что не может причинить ей вред, увидев ее, и что Азуза все равно нашла ее первой, так что забирать Мандрагору неправильно. Растение хихикает и дает ей один лист в награду, и Эна, к удивлению, радуется даже этому листу. Тут Вельзевул протягивает ей счет за нарушение границ частной собственности. Хакара заявляет, что дело раскрыто. Азуза спрашивает Мандрагору, не хочет ли она жить с ней. Растение говорит, что не любит волков, потому что они срывают все растения. Но даже несмотря на это, Азуза забирает растение домой и называет его Сандрой. Она знакомит Сандру с Фальфой и Шалшей и представляет ее как их младшую сестру. Они все садятся ужинать, и Сандра говорит, что ей нужна только вода и что она будет питаться за счет фотосинтеза. Сестры отказываются есть овощи, даже когда Азуза просит их. Сандра говорит, что их овощи недостаточно вкусные, и Азуза в шоке. Она говорит, что Сандра не ела овощи, и спрашивает, как она может говорить, что они невкусные. Сандра отвечает, что она достаточно долго была растением, чтобы понять это по внешнему виду. Азуза раздраженно говорит, что она не помогает ей, потому что ее дочери не будут есть так. Сандра придумывает идею и говорит, что поможет им вырастить новые овощи, и они будут вкусными. На следующий день они начинают выращивать новые овощи по приказу Сандры. Она становится удивительно строгой в выборе овощей, оценивая каждый из них с помощью своих знаний о растениях. Хакара с трудом выдергивает большие репы, а Шалше жалуется на жуков. Фальфа отвлекается, гоняясь за бабочками, а Сандра строго напоминает им сосредоточиться. Когда подают новый ужин из овощей, сестры и все домочадцы наслаждаются сладостью овощей, и Азуза очень счастлива. Азуза хвалит Сандру и благодарит ее, затем берет Сандру на руки и обнимает ее, говоря, что в их доме есть одно правило – никогда не переставать улыбаться. Сандра тоже слегка улыбается. Натали с энтузиазмом спрашивает Азузу, не хочет ли она выйти замуж. Уточняя, что она не имела в виду, что Азуза должна выйти за нее замуж. Азуза, которая собиралась убежать, говорит Натали, что не собирается ни за кого выходить замуж. Когда Азуза не успокаивается, Натали чуть не плачет, прося ее просто выслушать. Натали протягивает Азузе бумагу, на которой написано объявление о поиске идеального партнера в деревне Тозин и о свадебной церемонии в храме Соснового Духа мисс Джанти. Это приглашение на вечеринку по знакомству, и Азуза в замешательстве. Натали рассказывает ей, что Тозин – это маленькая деревня с сокращающимся населением. Поэтому руководство гильдии настаивает, чтобы она отправила кого-нибудь из своих молодых людей в эту деревню. Азуза, кажется, уже устала от утомительной работы секретаря гильдии, но когда Натали видит, что она отказывается, она паникует и говорит Азузе, что ей нужно просто прийти туда для формальности и злиться. Азуза наконец соглашается и говорит, что пойдет туда посмотреть и заодно проверит работу, и Натали с облегчением соглашается. Поблагодарив Азузу, Натали предлагает ей взять с собой Хакару и Фалфу, чтобы это была женская прогулка для всех, потому что Натали тоже пойдет. Фалфа превращается в дракона, и они втроем едут в деревню Тозин, а Азуза жалуется, что больше не хочет выходить замуж. Хакара тоже соглашается и ставит работу на первое место.
Азуза собирается сказать что-то еще, но Натали перебивает ее на полуслове. Говорит, что Азуза будет разговаривать с мужчинами на вечеринке, а Хакара расскажет всем забавную историю, чтобы растопить лед. После этого Фалфа должна предложить обменяться контактной информацией. Они растеряны из-за огромного количества обязанностей, поэтому она пытается их успокоить, говоря, что поддержит их, и они должны сделать все возможное, чтобы найти богатых, обаятельных и образованных мужчин. Девушки приземляются в торговом районе Тазина и в шоке видят, что некогда процветающие улицы опустели, а Натали торопит их на вечеринку. Однако, когда они приходят на место, они с удивлением видят, что их ждут старики, а не красавцы, которых так ждала Натали. Они разворачиваются и решают пойти посмотреть достопримечательности. Сначала они посещают храм Мисс Джанти, главную достопримечательность Тазина. Это имя соснового духа, который благословляет браки. Фалфа замечает, что храм выглядит ухоженным, несмотря на увядание деревни, и Хакара догадывается, что в прошлом он приносил большое богатство. Когда Азуза говорит Натали, что ожидала увидеть там много молящихся, Натали отвечает, что, возможно, молитвы не работают, пока она еще не оправилась от шока. Внезапно Азуза видит девушку, сидящую у статуи, и спрашивает, как ее зовут. Она удивляется, что они ее видят. Однако она представляется как мисс Джанти и говорит, что занимается посредничеством в браках, но дела идут плохо, потому что деревня увядает. Хакара спрашивает Азузу, есть ли кто-нибудь, кого Фалфа называет мисс Джанти, мрачной женщиной. Это удивляет мисс Джанти, что люди могут видеть духа, который скрывается. Но Фалфа подходит к ней и щиплет за щеки, отказываясь верить, что она сосновый дух. Джанти продолжает кричать, а Фалфа поднимает ее в воздух. С другой стороны, Натали и Хакара не видят ее, поэтому Азуза просит ее стать видимой для всех, и она это делает. Когда они сидят в комнате, Натали просит мисс Джанти найти ей хорошего партнера с помощью духовных сил. Мисс Джанти отказывается выполнять ее просьбу, так как она занимается только посредничеством в браках, но предлагает сделку. Она успокаивается, пока мисс Джанти не упоминает о вечеринке для знакомств. Азуза рассказывает мисс Джанти, что они уже были там, и она понимает, почему так происходит, когда сама посещает это место. Натали раздраженно встает и объявляет, что они уходят, но мисс Джанти останавливает их, просит восстановить ее храм, чтобы кто-нибудь из них женился там, а затем произносит молитву сосновому духу. Азуза спрашивает, вернет ли это ей силы, но она отказывается, говоря, что это принесет ей богатство, если они сделают пожертвование после свадьбы. Ее слова еще больше злят Натали, потому что у нее нет мужчины, за которого она могла бы выйти замуж, и это пугает мисс Джанти. Когда они собираются уходить, мисс Джанти сообщает им, что у них есть свадебные наборы, которые они могут выбрать, и рассказывает о некоторых планах, которые не требуют от них свадьбы, например, о проведении церемонии для сестер, чтобы они всегда были вместе. Мисс Джанти просит об этом Шалшу и Фалфу, и они соглашаются. Но когда они начинают спорить о том, кто наденет платье невесты, мисс Джанти предлагает прийти в мужском костюме, а потом переодеться в платье невесты. Они оба соглашаются с этой идеей, и Азуза просит мисс Джанти составить план. Она спрашивает, кого пригласить на церемонию, и Азуза приглашает Вельзевула, и она соглашается прийти в качестве их опекуна. Азуза выступает в роли регистратора, будучи матерью Шалши и Фалфы. Внезапно они видят там Ино, которая продает людям свой лесной напиток, ускоряющий обмен веществ, что приводит к драке между ней и Хакарой. Постепенно прибывают все гости. Когда Натали приходит с сеткой, чтобы поймать букет, Шалша и Фалфа надевают смокинги на церемонию. Когда она начинается, Азуза и Лайка нервничают, пока Азуза не замечает Вельзевула и ее дочь в семейной секции и не огрызается на них. Она раздражена тем, что Вельзевул притворяется, что плачет, как будто она слишком эмоциональна, хотя церемония еще даже не началась. Две девушки идут по проходу, и мисс Джанти проводит церемонию и дарит им кольца, которые они надевают друг другу на пальцы. Все счастливы и впечатлены мисс Джанти. Затем мисс Джанти зовет Азузу помочь ей с важной работой и ведет ее в комнату. Азуза удивленно открывает рот, когда видит своих дочерей в свадебных платьях, таких красивых и нарядных. Ису держит их за руки, и после объявления она ведет их по проходу, а гости радостно приветствуют их, а Вельзевул продолжает притворяться, что плачет. Фалфа, старшая сестра, просит мисс Джанти произнести речь. Она говорит, что не помнит, как долго Шалше называла ее старшей сестрой, и что она слишком зацикливается на своем решении, как только принимает его, точно так же, как когда она решила убить их маму. Однако она благодарит Шалшу за этот день, потому что они бы до сих пор тайно жили в лесу, если бы не она. Поэтому она просит Шалшу всегда быть рядом, ведь она принесла Фалфе столько счастья. Затем выступает Шалша и начинает свою речь. Она начинает с того, что всегда думает, что Фалфа ее поддержит. Например, когда она не дала Шалше убить их маму, убедив ее, что они могут жить вместе и быть счастливыми. Она благодарит Фалфу за то, что та помогла ей стать дочерью их мамы и дала ей лучшую жизнь. Когда ее речь заканчивается, они обе плачут и обнимаются. Это заставляет Ису тоже расплакаться, пока Шалша не зовет ее и не говорит, как она рада быть ее дочерью. Она благодарит Ису, плача и молится за ее здоровье и долгую жизнь.
Азуза тоже начинает плакать и обнимает их, а гости тоже плачут, увидев это. Мисс Джанти хвалит их речи, и девушки целуют Азузу в щеки, продолжая плакать. Церемония скоро заканчивается, и они уходят, поблагодарив мисс Джанти. Шалша и Фалфа сажают сосну в землю, которую мисс Джанти подарила им на память. Ису молится, чтобы дерево поскорее выросло, но, к их удивлению, оно вырастает до размеров дерева всего за 3 дня, преграждая им путь. Сандра расстраивается из-за того, что дерево такое невнимательное, ведь она больше не будет получать достаточно питательных веществ. Азуза смеется над ее словами, когда Фалфа показывает на маленький домик на дереве и спрашивает Азузу о нем. Мисс Джанти выходит из домика, который она сделала своим новым храмом, и говорит, что в том, что дерево выросло всего за 3 дня, есть что-то мистическое. Как будто это чудо, посланное духом, чтобы она могла построить здесь храм, но Ису огрызается на нее, потому что знает, что мисс Джанти что-то сделала, чтобы дерево выросло. Она извиняется, говоря, что думала, что здесь будет больше свадеб. Ису просит ее хотя бы убрать дерево с дороги, а потом узнает, что рядом с ее домом строится целый храм. Храм тоже назван в честь мисс Джанти, и называется он филиал деревни Флата, что раздражает Азузу. Леди Азуса входит в комнату и замечает, что все девушки собрались у камина. Одна из них, закутанная в толстое одеяло, предлагает пойти к горячему источнику, говоря, что сегодня слишком холодно. Азуза, посчитав это разумным, соглашается, что действительно очень холодно. И было бы неплохо согреться. В этот момент в комнату врывается синий дракон, насмехаясь над предложением и называя их всех слабаками за то, что они боятся зимы. Он настаивает, что вместо этого они должны пойти купаться. Красный дракон дразнит его за то, что он такой храбрый, но синий не обращает на него внимания и обращается к Азузе за разрешением. Азуза, не в восторге от идеи пойти на пляж в такой день, мягко отказывается. Погода, в конце концов, совсем не располагает к этому. Но девушки все равно болтают о морских звездах и о том, какие они красивые. Кто-то говорит, что хочет увидеть настоящих, и мысль о встрече с морскими призраками добавляет волнения. Постепенно их энтузиазм растет, и несмотря на возражения Азузы, они все решают отправиться на пляж. Вскоре они оказываются на солнечном пляже в южной стране, с ярким небом над головой и теплым песком под ногами. Одна из ведьм быстро заявляет, что пойдет искать призраков в скалах. Азуза смотрит, как она уходит, не зная, найдет ли она что-нибудь. Тем временем Фалфа и Саша решают построить замок из песка, и Саша мечтает воссоздать исторический замок Альвентуно. Девушка-растение, греясь на солнце, говорит, что солнечный свет помогает ей фотосинтезировать. Красный дракон говорит, что солнце приятно греет, и Азуза соглашается, говоря, что это приятная перемена после холода дома. Легкий ветерок приносит запах соли и цветов, развивая их волосы и щекоча кожу. Пляж кажется бесконечным, сливаясь в золотисто-голубую дымку. Шум волн, ритмичный и спокойный, убаюкивает некоторых, и они ложатся, погружаясь в песок. Некоторые девушки начинают собирать ракушки, обсуждая, какие из них красивее, а другие ищут в приливных лужах маленьких крабов. Все спокойно, пока другие девушки не бросаются к морю, смеясь. Но Азуза пытается напомнить им, что сначала нужно размяться. Но ее голос теряется в шуме ветра. Через несколько мгновений двое из них прибегают обратно, крича от боли. Их что-то ужалило в воде. Азуза подходит к берегу и видит проблему. Медуз, и их много, они плавают прямо под поверхностью воды. Все садятся на берег и смотрят, как медузы плывут по воде. Ведьма вздыхает, говоря, что теперь купаться невозможно. Даже если бы они могли, она бы не стала рисковать, ведь день должен был пройти совсем не так. Синий дракон бормочет что-то о том, что хочет увидеть морских звезд, а другая девушка говорит о форме пентаграммы, на которую они похожи. Затем двое из них замечают девушку, которая сидит неподалеку и рисует. Они вслух задаются вопросом, может ли она быть иллюстратором. Подойдя к ней, они спрашивают, что она рисует. Она говорит, что рисует море, и Азуза наклоняется, чтобы посмотреть. Но вместо спокойных волн или красивых пейзажей, они видят жуткое изображение морского чудовища с пустыми глазами, открытым темным ртом, пугающе безжизненным. Прежде чем они успевают спросить об этом, иллюстратор предлагает показать еще свои работы. Каждая картина такая же мрачная, как и предыдущая. Она признается, что ее рисунки плохо продаются из-за их особого стиля. Она представляется как Каролина, дух медузы, который медленно плывет по миру, рисуя то, что видит. Они упоминают о проблеме с медузами, надеясь, что она сможет помочь. Каролина говорит, что не может их сдвинуть, телепатия не работает, и они не слушают. Но она вспоминает, что могла заставить их светиться, и это их заинтересовало. Но когда она пытается, то останавливается и забывает, как это сделать. Группа явно разочарована. Но Каролина обещает поговорить с духом волн и попросить его помочь сдвинуть медуз. Взамен она просит, чтобы они позировали для ее рисунков. Они соглашаются, и через полчаса она возвращается. Она хлопает в ладоши, и с помощью духа волн медузы уплывают, и вода снова становится чистой. Девушки не теряют времени и ныряют, плещутся, ловят морских звезд и наслаждаются морем. Каролина тихо рисует их, пока они играют.
Когда солнце садится, они благодарят ее за помощь, и она спрашивает, может ли она включить их в свою предстоящую выставку. Они снова соглашаются, и она дает им билеты на мероприятие. Когда они собираются уходить, она вспоминает, как заставить медуз светиться. Одно движение, и море вдруг озаряется нежным, жутким светом, красивым и странным. Через несколько дней группа посещает выставку. Они с нетерпением ждут, как будут выглядеть на картинах. Но когда они заходят в музей, настроение меняется. Вместо веселых портретов они видят картины, на которых изображены безжизненные версии самих себя, играющих с морскими звездами, с пустыми глазами и разлагающимися лицами. Халкара кричит, указывая на одну из картин. Она утверждает, что на одном из портретов за ней стоит призрак. Остальные собираются вокруг, широко раскрыв глаза и затаив дыхание. Конечно, рисунки выглядят пугающе, это больше, чем просто портреты. Кажется, что они несут в себе какую-то тяжесть, жуткое присутствие, от которого по спине бегут мурашки. Паника начинает тихо, но неуклонно распространяться среди них. Лайка, явно встревоженная этими образами, вслух задается вопросом, в чем смысл жизни, если их будут помнить такими. Безжизненные версии самих себя с пустыми глазами, застывшие в жутких позах. Азуза просит ее успокоиться, ее голос звучит ровно, но в воздухе витает тревога. Азуза подходит к художнице Кулине, ее любопытство сменяется осторожностью. Она спрашивает о мрачном тоне в работах, удивляясь, почему в каждой картине столько уныния. Кулина отвечает просто, ее голос звучит мягко и отстраненно, как будто она находится в другом мире. Она говорит, что рисует пустоту, тьму, которую видит во всем вокруг. Так она понимает мир, видит то, что скрыто от глаз. Она говорит так, будто сама наполовину жива, застряла между этим миром и чем-то еще, в ее глазах затаилась печаль, которую никто не замечает. Среди экспонатов есть огромная картина с изображением пирамиды. Группа в недоумении спрашивает о ней. Кулина говорит, что это изображение подножий гор Настаморья, представляющее древнее, забытое королевство под названием Саса-Саса. Призрачная цивилизация, которой более 5000 лет, куда отправлялись многие искатели приключений, но никто не вернулся. Говорят, что злые духи все еще обитают там, но они еще не знают об этом, и все пытаются найти то, что находится внутри, но все они исчезают один за другим. Бельзебуб спрашивает Азузу, пойдет ли она с ними. Азуза ошеломлена такой опасностью, особенно когда кто-то предлагает ей присоединиться к экспедиции в это место. Она категорически отказывается. Она знает, что ее проклянут, и сразу же отказывается. Лейка предлагает пойти вместо нее, но Азуза ее отговаривает, называя это слишком рискованным. Глава группы удивляется, почему Азуза не беспокоится за Лейку, и Азуза успокаивает ее, говоря, что с ней все будет в порядке. В конце концов Азуза уступает и соглашается пойти с ними. Охотница за привидениями Розали тоже просит присоединиться, так как она невосприимчива к проклятиям. Решено, что она тоже пойдет. На следующий день они прибывают на место. Розали шутит, что ей нужен кто-то, кто будет ее сопровождать, если она заблудится. А одна из девушек мечтает разбогатеть на руинах. Вокруг них сухой и безжизненный пейзаж, древние камни торчат из земли, как забытые зубы. Вдалеке виднеется пирамида, ее вершина резко врезается в голубое небо. Внезапно Розали замечает движение в траве, к ним ползет огромная змея. Она сбивает ее быстрым ударом. Появляются другие существа, и Бельзебуб, их учитель, вмешивается и мощным ударом отправляет одного из них в нокаут. Азуза хвалит ее, и из поверженного зверя выпадает алмаз. Девушки собираются вокруг поверженного существа, восхищаясь сверкающим на солнце драгоценным камнем. Розали кажется расстроена, что не смогла помочь, но Азуза успокаивает ее. Достаточно нежного прикосновения к ее плечу, чтобы поднять настроение. Когда они подходят к главному входу в пирамиду, Розали открывает его с помощью заклинания. Раздается медленный скрип, и дверь открывается. Внутри она объясняет, что призраки здесь – добрые духи, которые хотят поговорить с Бельзебубом. Когда-то в королевстве Саса разразилась чума, унесшая все жизни, и теперь призраки мирно живут в том, что осталось от цивилизации. Однако королева заперлась в своей гробнице на 2000 лет. Никто не осмеливался войти. И путь туда может быть довольно опасным, она смотрит на них со страхом в глазах.